принесли похоронку матери. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачи, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Привет, господа! Всех рад снова видеть. И сегодня очень будет интересный стрим. Я вообще сам не ожидал, что я такой стрим сегодня сделаю. Прям в восторге. Но все равно не хватает вот для этого стрима еще джойстика хорошего. Маленько ну как, не задерживается, дождаться надо. В общем, радостная новость у меня для тех, кто смотрит стримы по ДКС и кому нравится эта тема. Помимо как я обновляю свои навыки, то есть маленько развиваюсь в этой игре. Да, я еще обновил джойстик. Сейчас вот дождусь его. Я еще и самолет почти обновил. Ура! Благодаря тезке Алексею. Ну, я не знаю, почему именно Алексей он так назвался. Потому что Алексеев на планете много. Я тоже Алексей. Как бы. Короче, хороший Алексей. Человек, разработчик модов из... Блин, я не знаю, как обозначить. Создал мод, модификацию для ДКС Су-25 СМ-3. Прикол в том, что я, когда-то у ребят спрашиваю: ребята, есть что-нибудь похожее на машину Су-25Т, грач современный? Нету. Вот только А10 мы тебе можем предложить. Фу, блядь. Летайте на своем А10 сами. У нас есть классная машина Су-25 СМ-3, блядь. Ну... шедевр. Короче, вроде как обновлять будут ее дальше со временем. Вот за нее я денежку отдам. Если ее в порядок приведут, вообще прям она будет идеально. Если он вдруг ее будет продавать, я ее куплю. Вот такую машину я куплю. Потому что она мне пригодится во всех миссиях современных. К ней можно докупить сирийскую карту и создавать такие миссии интересные. Да, кстати, я сегодня редактор маленько вспомнил, поковырялся, поправил все свои миссии. Вот видите, уже вперед к победам. Это, кстати, мой текст. Вот, но я готовил миссии к Су-25 и грачу и Су-25Т. Хорошие самолеты, исторический респект им, уважуха. Но мы на них только будем летать на полигоне у Иркута. В моих миссиях мы будем выполнять задания на самолете Су-25 СМ-3. Все. То есть это, считай, один пилот будет летать на граче, который будет и как грач, и как Су-25Т. Вот, самолет универсал. Давайте прочитаем вообще, что это за самолет.
Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Так, впервые, так, Су-25, тут история идет вообще о Су-25, как они тут появились и все такое. Ну, нам именно нужен этот самолет вообще, откуда он взялся. И сейчас конкретно найду его историю. Где ты? Короче, тут все описывается. Вот. Но мне нужна именно модификация СМ. Ну, пока не нашел информации нормально. В Википедии точно не найдете нормальную информацию. Там хрень. Мне просто вот самому интересно познакомиться с этим самолетом. Перед тем, как его запустить. Вот, давайте начнем вот с этого. Так. Блин, я вот стрим запустил, у меня тут полный пипец. Коттедж надо мной строят, просто у меня ремонт. Тут шумыха такая, блин, сейчас я не знаю. Хочется почитать, рассказать вам. Ну, всегда все вовремя. Сидел, готовился, тишина. Тут, как всегда,
Новая модификация. Я, короче, начну сразу отсюда. Новая модификация. Су-25СМ3 получила новую прицельную систему Сол-25. Вот, вместо Клен ПС. И комплекс РЭП Витебск 25. Вот, ну, надо еще понимать, что это. Ну, надо еще отдельно про все это почитать, если уж совсем погрузиться во все. Сол-25 обладает телевизионным и тепловизионными каналами с шестикратным увеличением, позволяет обнаружить живую силу и технику противника на расстоянии до 8 километров, поражать ее обычными корректирующими бомбами с точностью до 0,5 метра. Благодаря этому данный самолет уверенно может применять вооружение ночью в условиях плохой видимости. Вот, по сравнению с самолетами Су-25Т и Су-25ТМ. Вот. Самолет создавался, ну, в общем, я расскажу, на основе тех всех самолетов. Также все учитывали, все их вот эти моменты, недочеты, так сказать. Машина получила более современную электронику и тепловизионные приборы. То есть он оснащен тепловизором, я так понял, способные выдать более четкое изображение. Пропала возможность применения противотанковых ракет, которые было решено размещать на вертолетах. Вот. А противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, что мог применять Су-25, благодаря подвесным РЛС, было решено размещать вообще на Су-34. Короче, тут уже пошло так. В общем, Су-25СМ3 стал всепогодным боевым самолетом, способным применять вооружение ночью в условиях плохой видимости, поражать цели корректурами и обычными бомбами с высокой точностью. То есть он как бомбардировщик получается, помимо. Ну, здесь ракеты тоже можно использовать, но вообще он как бомбардировщик тоже. Ну, то есть здесь корректировать их можно. Вот, самолеты успешно применялись в Сирии. Вот. Так что я говорю, с этим самолетом можно создавать уже что-то современное. Самолет классный. Доброе утро, Иркут. Привет. Нашел я, как поставить мод. Ну что, вперед к победам. Что мы тут имеем? Да, я зашел в Discord к ребятам, кто создавал этот мод. Ну, создавал его, я так понял, один человек. Вот, и написал в Дискорде, могу ли я ваш мод простримить. Да, можешь, он в общем доступе. Ну и поблагодарил их за разработку, потому что мне вот как раз что-то надо было такое. Как бы я вроде играч, мне он нравится самолет, вот, но мне не нравится у него система наведения. Она уже устарела для нашего времени. Вот, а здесь грач, смешанный с самолетом Су-25Т. Вот то, что мне и надо, лично для меня. Я еще у ребят уточнял, есть такой самолет, где я могу один направлять вот, шквалом работать, все. Нету, только А-10. Я не знаю, почему они не знали про эту модификацию. Ей вроде уже год. Так что, ну, ладно. Благо нашлось. Благо Иркут написал вчера мне на предыдущем стриме, что самолет есть такой, и с ним там разработчик связался сразу. Да, самолет, нифига себе. И все, и вот она, ясность появилась. Так. Запустил электрику. Давайте посмотрим его визуально. За родину. ВКС здесь написано. ВКС России. Не ВВС, а ВКС. Все, уже современный. Есть разные у него камуфляжки. Давайте глянем, какие здесь автор дает использовать. Так. Не надо мне тут синих. Да ёб твою дивизию. Вот здесь вот единственное в редакторе очень неудобно. Вот здесь можно понажимать друг на друга все, что попало. Блин. О, видишь, что происходит. Все, нажимаем на него. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, во-первых, давайте посмотрим камуфляжи, какие у него есть вообще. Есть такой
Но это когда я уже генералом стану, налетаюсь на нем, это мой самолет будет, наверное, после всех полетов. Ну, если он, конечно, уцелеет. Стандартный камуфляж. Камуфляж Грей. В зимнюю погоду вообще в самый раз он смотрится. И Грей Z. Ну, с этим камуфляжем тоже все понятно. Так. В общем, у него 4 камуфляжа, да, получается? Значит, самый распространенный для миссий в летнее и зимнее время это стандарт и Грей. Вот. Для Сирии, скорее всего, может быть, в Сирии были еще песочные камуфляжи. Я не знаю, были они, нет. Карту Сирии я смотрел, она стоит около 5000 почти, если округлить, 4800. Так что, я думаю, на ней можно интересные миссии делать. Из вооружения, что у нас есть. Так, пилонов, значит, у нас получается по 5 штук, да? В общем, 10. Вот эти крайние пилоны, это воздух-воздух, они у всех одинаковые. Или нет? Нет, ни хрена, здесь не воздух. Здесь что-то контейнеры вешаются эти, блин. Подожди. L317. Понятно. Это защита от, по-моему, тоже... Ну, короче, с ПВО связанная тема. Что-то с ПВО связано. Я их не изучал, я с пацанами летал, они их использовали на граче. На грач их крепили. Так, крайние пилоны, что здесь можно использовать? Ракеты воздух-воздух Р-73 теперь. То есть не Р-60, а Р-73. Он, как бы, можно здесь использовать. Эта ракета будет уже поинтереснее. Это не старая, это Р-60. Так, ракеты С-25Л. Ну и нары. Нары у нас идут уже тут. Так, многоцелевые вижу есть. С-13 есть. Ну, вот. Как бы выбор хороший. Так, что за бомбы? ФАП-250. Блин, в бомбах особо не разбираюсь, честно. В последнее время беру ФАП-500 самый по мощности. А так тут же всякие бомбы корректируемые есть. Кластерные. Короче, тут хватает. Ну и распространенные самые ракеты. Это 25-ки. И 29-ки. Кстати, здесь два типа их. Вот эта L-ка, она используется против локаторов. Как их, блин, правильно обозначить? Когда на расстоянии тебя ПВО излучает какое-то опасное сильно, ты можешь эту ракету запустить в него. По идее. Ну, если захватишь его. А система, она у него тут, ну-ка, работает. Где она? Подожди. А здесь нету этой темы, прикинь. Блядь. Вот это уже интересно мне. Ну, смотри. Су-25Т. Контейнер. Сейчас я посмотрю. Контейнер. Лазерный. Не, подожди, тут... Смотрите, у 25Т была еще одна особенность. Это вот, допустим, фантасмагория. Вот, благодаря этому оборудованию можно было выследить излучение. Откуда идет. А там нету. Ну, не знаю, не знаю. Минус это или плюс? Тогда получается, да, ракеты с лазерным наведением, правильно ты написал. Я просто думал, у него есть такая тема, но у него ее нету. Так, что тогда, топливные баки?
можно будет крепить, да? Что за EMT? Почему я их не вижу? EMT. А, во, вижу. Вот они. А чем они отличаются от обычных? От не EMT. А, по весу, смотри, вот у них характеристики, вот здесь надо смотреть. Так, давай посмотрим сначала топливные баки, просто 800. 800. Вес топлива 4600. Так, итого 14260. Ну, вот эти параметры надо запомнить. 14260, вес 4600. Здесь уже 3800. Нет, подожди, емти же. Ну да, ведь отличается уже. То есть получается емти это полегче, поменьше. Получается так что. А, емти пустой? Понял. Спасибо. Сергей, спасибо за ясность. Я просто емти не знаю перевод, честно. Но я смотрю. Ну тогда пустой, я так понимаю, это чисто, чтобы запас, да? На запас берешь и где-то заправляешь. А они, ну да. Подожди, а нахрен тогда с пустыми просто летать? Если ты также можешь на родом прибыть, допустим, перезарядку врубить, и он у тебя заряжет их. Ну и ты выберешь просто отдельно. Какой смысл летать с лишним весом этим? Чисто так, для чтобы было. Понял. Так, что можно еще крепить на подвеске, на пилоны ближе, которые к самолету? Бомбы, ракеты 29-ки. Ну, короче, все можно сюда крепить. Так. Этого пока тоже не понял. Ну хоть где-то мы с тобой сошлись. Хоть где-то я угадал. Пока. Так. Ракеты Х-29. Сейчас мы полетим с вами на здание, которое я выполнял вчера. Опять же, только уже другой самолет будет использовать. Пилот я этого удалил, который у меня летал на Граче. Все, он мне не нужен. У меня будет, который летал на Су-25Т. Этот будет чувак летать на всех самолетах теперь. Так, ракеты, значит, будут использоваться 10-километровое расстояние. Вот, видите, у 29-ок вообще 12 километров расстояние идет. То есть у них разница получается от 25 мл всего 2 километра. По идее. На этот самолет обещают обновить через пару недель. Ну, ничего. Начнем с этого сначала. Нам надо привыкнуть, познакомиться с ним, выполнить боевые задачи. Так. Используем, значит, Х-25. Блять. Можно пресет создам? Мне тут геморрой сейчас надоест. Так. ПТ-25. Ракета, воздух, земля, так 25 мл. «25Л». Вес даже, видите, отличаются. Даже по размеру смотришь, отличаются. То есть получается, вот эти ракеты МЛ, они поменьше, эти побольше. Но у тех, кто побольше, у них и 6 километров. Вообще, ну, пуск идет, по идее. Ну, я же пускаю это не 6. Там, где 6, я с 10 пускаю. Там, где 10, я пускаю с 15. Там, где, допустим, 12 у Х-29, я с 20 запускаю.
Но опять же, все зависит от того, где находится цель. Если она где-то за кустами, либо там еще где-то плохо ее видно, местность закрытая. Понятное дело, что смысла нету далеко пускать. Ну давай бомбы возьмем. Правда, не знаю какие. Я вообще, вот я беру эти фабы, я в бомбах особо не разбираюсь. Я не сбрасывал раньше их особо. То я вот сейчас начал ими пользоваться. Ну вот кап. Что это за бомба такая? Корректируемая, да, по-моему? Интересная бомба. Особенность еще управления в этом самолете, в нем, по-моему, нету автопилота. Вот, поэтому равновесие надо держать самому, при этом целиться. Если я, допустим, на АТшке врубал стабилизатор горизонта, то есть у меня самолет держал равновесие, и я начинал работу шквалом, то здесь мне придется еще корректировать самолет и прицеливаться. То есть работа будет сложнее. Так, ну и все, пока этого вооружения мне достаточно. Сопровождать меня опять будет самолет МиГ-29С. Чтобы он меня сопровождал, надо сделать вот так. Я так понял, авиация, которая тебя сопровождает, она всегда вылетает первой здесь. Хотя ты думаешь, логично, если она должна меня сопровождать, она летит сзади, значит она должна быть второй. Нет. Сначала вылетает сопроводительный самолет, истребитель, потом уже ты. Я уже заметил. Ну, как-то так это все работает. Ну и все. Задание, значит, давайте, наверное, усложним технику. Здесь техника стояла от 2000-х. Сейчас поставим технику уже, допустим, чтобы группы не менялись. Иностранная техника будет. Выбор, конечно, я так понял, невелик. Ну вот, М2, нет, М2-1, по-моему, это Брэдли. Нет, подожди, надо сделать сначала типа БТРа. Пускай будет Страйкер. Вторая машина. М2-1 это Брэдли. И танк Абрамс. Или БТР М2-1 это другое. Ну, вообще-то как М2-1, по-моему. Я вот Абрамса знаю. А вот Брэдли не помню, как он правильно. БТР М2-1. Ну. Так, значит, на этом самолете я должен выполнить две миссии. Вот эту миссию и нашу миссию, где мы вылетали с сочинского аэродрома и по побережью били. Все, миссии зимние я не буду выполнять, там миссии сделаны под времен Чечни. Поэтому не вижу смысла летать против шилок, против зушек. На этом самолете мы будем выполнять уже сражаться с более современной техникой. Я точно не буду летать против газиков, пазиков. Как-то неуместно это все будет. Корректировал сегодня условия, оказывается, блин, много чего пришлось вспомнить.
В редакторе я имею в виду много что пришлось вспомнить. Программу не запустил. Трекер изначально настраивался, мой трекер, вот, который я использую для поворота головы, настраивался для шквала, а не для самолета. Самолет мне был как минимум нужен для управления головой. Я и так им управлял. Сейчас как бы я совместил и управление головой в самолете просто, и еще шквал. Вот. В общем, вот он у него шквал. Так вот он расположен по центру. Ничего пока еще не кацал, не хочу. Мне пока не надо кликабельность. Не вижу смысла мне кликать здесь. Надо посмотреть его в деле пока. Именно в полете, как он держится в небе, боевые его навыки. А эти кнопки нажимать, какой смысл, если мы их и не учили нажимать? Не учились. Просто тумблеры нажимать. Так. Вот он этот, я так понимаю. Курсор. Ну и чё он? Я видел обзор на этот самолет. Не работает он. Дисплей навигационный. Да, посмотрим. Вот это что? Где, что? Ничего-то не кликается. Или может не ту кнопку нажимаю? Левую кнопку мыши пробую кликать. Не знаю. Мне достаточно этой версии. Ты любитель, может, кнопки там понажимать, а я... Мне наоборот не надо. Это мне... Главное запуск, чтобы приборы все работали и все. И... А, эти кнопки... Так. Все, он взлетел. Выстроим ППМ. Ну, понял, тебе новое, значит. Что, делаем запуск? Да, давайте шквал посмотрим. Что это такое? Что за оповещение? Версия 0. Это обязательно меня оповещать об этом? О, все мои вооружения. В общем, навигация на ЛС, приборы именно на ЛС обозначение, все то же самое, как в самолете Су-25Т. Вот. Шквал, сетка, все то же самое. Также на ЛС отображается этот круг. Допустим, вот здание можно зафиксировать. Здесь уже можно... Хоп-хоп. Выше не берет уже, и так высоко, да? Подожди, стой. Ну он не будет сейчас работать. Это надо в полете его. Он, я так понял, когда самолет не запущен, он не будет двигаться. О, блин, а что у меня на стрелке стоит здесь? Управление надо было еще тут переделывать немного. Ну вот это я захват сейчас сделал, но вот почему-то во время... подожди, может... Да нет, дело не в этом. Именно когда он не в движении, он не будет двигаться. В общем, удобно тем, что не надо теперь вот так вот и в шквал смотреть. То есть у тебя по центру расположено. Ты можешь контролировать сразу. Допустим, вот здесь самолет свой, равновесие его, крен, тангаж, скорость, высоту, плюс вооружение, которое у тебя стоит. И сразу же смотреть, так сказать, в этот прицел, я его так называю, оптический. Угу.
Ладно, выполняем запуск. Так, что у меня? Закрылки сразу. Запуск левого двигателя. Никто не говорил, что будет легко. Здесь надо все равно контроль самолета. Просто появится прицел, вот появился, и все. Как раз которого не хватало. А наведение легче не будет, потому что здесь надо контролировать самолет. Там, я говорю, я стабилизатор горизонта ставил, и все, он у меня контроль вел. А здесь нет. Здесь нету его. Я что-то его тут врубал, он у меня не включается. Здесь, по-моему, он не оснащен этим, да? Ну и тепловизор у него, наверное, должен. А я не знаю, как он у него работает, интересно, тепловизор. Или его здесь нету. Но вообще, как я почитал, должен еще тепловизор быть у самолета СМ. Только как он здесь врубается, не знаю. Так, что, двигатели запущены? Запуск. Нальчик, 105. Запуск. Что касается трекера. 05. Нальчик, запуск разрешаю. Ветер у земли 180. Скорость Можно еще 4 поднастроить метров в секунду. немного. Хотя вроде нормально. Все, выдвигаемся. Я просто не понимаю, какой смысл сейчас тогда летать на самолете Су-25Т, если есть современный самолет Су-25СМ, который реально состоит на вооружении, с которым можно реально выполнять задачи, которые какие-то были, даже ту же Сирию, чем создавать эти выдуманные что-то. Тем более самолет в бесплатном доступе. Очень удобно. Вот здесь ЛС открытый прям хорошо. И на уровне прям сижу так, как надо. При этом вот он, сам шквал, он очень удобный. Дебила кусок, ты что делаешь-то, блядь? Придурок. Ёп. Да что за дебил? Ну вот честно, ну. Что это было сейчас? Бот, иди нахрен, короче, я его уберу. Они реально тут тупят, вот, не знаю, им задачу ставишь, они всякую херню вытворяют. Придурок. Так, сейчас найди меня еще, я уже забыл, где. Мальчик. Иди отсюда, нафиг. Сопроводительный. Бесполезный тип. Метка для пуска наровское брирование. Не знаю. Но будет, освоим. Но мне-то он интересен не из-за наров. Нары, вон, грач для наров есть. Этот самолет интересен другим. Вот мне-то как раз нары-то и не интересны. Мне интересно что-то такое, что бьет вдаль. И где надо вести наблюдение и высматривать цели. Вот это интересно. А, эти нары, блин. Да, на нем есть эта ракета. Причем два типа.
Два типа ракет. Тэшка, 29-ка Тэшка и Элька, по-моему. Ракеты-то эти, да, попробую. Сейчас я вылетаю, надо будет... Я почему не взял их, они сильно мощные. Я тогда их брал, он мне сразу всю колонну разбивает и все. Я хочу хотя бы пострелять пару выстрелов, а эта ракета сразу уничтожает две цели. Они там рядом двигаются. Так, запрос. Нальчик, 105-й. Запуск. Я вообще не понимаю, какой прикол было. 105. Нальчик, запуск разрешаю. Ветер у земли 1. Что это за финт был такой самолета, навстречу которому я поехал по той полосе? Если он вообще вырулил на взлет. 105-й. Руление. Затупил бот вообще. 105. Нальчик, разрешаю руление на полосу 6. Смотри, а у него тут уже нету этой системы. Березка. Тут у него уже что-то поинтереснее будет, наверное, да? А то привыкли к этому пик, пик, пик. Стекло у него такое какое-то интересное. Мутное такое. Но оно не сильно затемневает. А вот предыдущий 125 у них... Не, вот у 25Т у него нормальное стекло. Мне вот как раз оно нравится. Но оно наполовину почему-то тоже как-то... У Грача вообще, блин, как-то затемневает, по-моему, вот это стеклышко, на котором ты... Как коллиматор он. Бывает, надо вот по полям ориентироваться. Допустим, одно поле более светлее. Там часть, другое потемнее. Начинаешь прицел смотреть в это стекло. Оно, блядь, все одинаковое для тебя. А сбоку смотришь, они разные цвета. Ну, уже, считай, ориентир не тот. Блин, резкий он капец, конечно, по рулению. На нем дрифтовать можно. Но он переворачивается, если сильно. Я вот на Граче как-то и так, блин, а на этом начинаю. Но это, наверное, еще вес вооружения, наверное, меня клонит так сильно. Так, все, я готов. Нальчик, 105-й. Взлет. У него дальномер также все. 105. Нальчик, взлет по готовности. Отход по схеме. А, ну если не смогу посмотреть, то надо ракету вырубать. Взлетает 4-6. Это что за иностранные приборы? То мне курс отображает, что ли? Что-то он мне показывает. Дистанция 48,5. Ага. Ну да. Он мне курс показывает. Ну что, вперед. Отрыв. Приборы очень удобно расположены у него, кстати. Намного комфортнее их видеть, чем в тех самолетах.
Единственное, вот из-за шквала не видишь немного верха, да, вот этих верхних. Ну, допустим, здесь у нас вот это скорость же у нас получается. Угу. Высота у него в самом низу получается высота. Здесь вот он скорость, вот она высота. Не видно вот этот компас немного сейчас. А взлетал было видно. Но у него есть ELC, его спасает единственное. Да, вот этот прибор, конечно, здесь он, блин, не в тему, да, я так понимаю. Который по курсу, на курс выводит. Он вообще не видно. Либо я так низко сижу. Да нет, ну реально этот его штурвал закрывает. Сейчас посмотрим, что у него по расходу. Сколько он жрет. Так, ну вообще сколько у меня получается? Ну как у Грача, да, по идее. 1400. Здесь сколько у него? Да, маловато. В Тэшке больше. Держит уровень. Ну, курс, конечно, блять, это пипец. Как его увидеть, куда я лечу, правильно? Нет. Вот этот кругляшок там на LC, это, конечно, классно, но вот этот прибор все-таки уже более интересней. Если ты, допустим, привык по нему летать на Граче. Ты меня скоро, блин, вообще этим мумией называть будешь. Привет. Да я читаю, ничего, я читаю. Я же не говорю, что я... Во-первых, я любитель. Я не какой-то Томас или что. Я же читаю, что вы пишете. В новой версии там уже обновлено и по-русски более корректно. Понял. Я просто вот что вижу, то говорю. Я не говорю, что это мне прям это мешает прям сильно летать. Просто ты же сам меня вот приучаешь там у себя летать на Граче с этим прибором. А здесь его, видишь, уже не так видно. Молодым меня назвал в прошлый раз. Почему мне не понравилось? В смысле, не врубишь? Я же его включал. Кого отображение? Он же включен. Штурвал не менялся, самолет поменялся. Штурвал еще пока не заменился. Еще не пришел заказ. Что не вырубишь его отображение? А что он? Закрывает весь экран? В смысле, имеется в виду в вертолете убрать его? Фу, блядь, в самолете его убрать?
Зачем я его буду в самолете убирать? Так. Я выхожу на курс. Да, вот я вижу цель. Готовимся. Оп, да, есть. Все, что нужно, есть. Самолет очень хорошо контролируется. Такой прям, я бы сказал, устойчивый пока в руке, при том, что у меня джойстик не очень. Что естественно, то не безобразно. Как оно может быть некрасиво? Причем тут некрасиво? Как самолет будет без штурвала? Это что за самолет такой? Пока такой джойстик, потом другой будет. Не вижу смысла его врубать. Что это за самолет без штурвала? Мы здесь для красоты летаем или для процесса? По мне так самолет очень удобный вообще. Далековато, да? Можно так лететь, как в прицел наблюдать. И уже вот дорогу я вижу, ту, на которой я буду сейчас колонну эту атаковать. Все, захват есть. Нет, или это не та дорога, подожди, нет.
Вижу цели. Попробуй выйти на них. И захват. Веду 30 километров до первого. Это получается захват, по-моему, у нас БТРа. Я сейчас уточню. Да, это первая машина. 23 километра. Пуск. Цель поражена. Маневрирую. Колонна остановлена. Сразу кренит сильно хорошо. Ну, здесь понятно, мне пацаны советовали триммер. Все такое. Задача уничтожить колонну. ЛТЦ это так, для вида. Просто смотрю, как красиво это выстреливает. Совсем по-другому, да? Что, идем на второй заход? Сейчас надо уничтожить шилку. Почему решил на граче летать? Ну, наверное, потому что бесплатный грач самый, это был Су-25Т, и все. Я к этой машине хорошо привык, она мне понравилась. Блин, ну знаешь, такой вопрос у тебя. Если ты, допустим, нравится тебе техника твоей армии, ты теперь жесткий патриот. Нет, просто мне нравится наша техника и все. Так что... Я любитель, да, мне понравился самолет Грач, а тем более не именно Грач, мне нравится самолет Су-25Т. Вот, но так как его нету на вооружении, он уже устарел, я искал ему замену, но только...
Ну чё? Вперед. Блин, как хорошо, что здесь пауза есть. Слушай, здесь даже со стеклами что-то какая-то тема интересно сделана вообще. Так, все. Выходим на следующую цель. Подожди, по-моему, не та дорога, да? Ну да. Перелет. Вот она, дорога идет, надо на нее выходить. Вот у него управление прям как у штурмовика. Вот чувствуется, что ты летаешь на штурмовике. Вижу дым. Вроде бы. Ой. Показалось. Захват есть. До цели 32 километра. Коренит пипец. Что привыкнуть надо к его этому, чтобы держать его. Пуск. Угу. Вот сейчас пуск. Джойстик удерживать надо. Это, блин, не Су-25Т, который был когда-то. Я имею в виду, тут надо самому его держать. Поэтому как хорошо, что я его загрузил ко времени, как раз когда скоро заказ заберу. Я надеюсь, у меня будет с равновесием все в порядке. И мне будет легче работать. Есть с чем сравнить. Кого? Су-25Т? Ой, этот самолет-то? Конечно, есть с чем сравнить. С Грачом. Су-25Т. Тоже третий самолет. Ну. По сути, это что-то между Грачом и Су-25Т. Все, вот те сравнения. Его же создавали на основе тех самолетов, учитывая все их плюсы и минусы. Да. Все, сейчас вот хоп, и опять самолет начал нормально себя вести. Это хорошо. Здесь уже можно маленько подкорректировать. Что там остается за техника? Горючки сколько?
Слушай, по-моему, мало. Или много. Не могу понять. Как тут определить-то, блядь? И там шкала. Обычно одна шкала съедается, другая жрется, а здесь две шкалы. Это как, блядь? Знаете, что такое эти две шкалы обозначают? Обычно как вот, если горючки, допустим, больше 1000, идет две шкалы. Сначала вторая шкала уходит в 0, потом первая шкала уходит уже в... А здесь... Или это миллилитры, блин? Непонятно. Если у него уже горючки ни хрена нету, то жрет он много. Без баков дополнительных не полетаешь. Знаете, что заметил? Высоту еще тяжело на нем набирать. Чувствуется его это... Тяжеленький, наверное, такой, ну. Ну, в общем, самолет тот, который я хотел себе. Только я не знал о нем. Вот, а так примерно такое и это было у меня в мыслях, что-то типа такого. Вот, осталось только, говорю, вот этого друга восстановить, другого поставить. И все, я думаю, можно будет на нем выполнять боевые задачи. Еще трекер. Вот я перед стримом сажусь сюда на стул, как бы настраиваю камеру, все четко. Стоит мне только пару раз отойти, все, камера моя сбивается, и вот такая вот хрень получается, блядь. Поэтому лучше не отходить. Блики видно, все видно. Я не знаю, на низкой графике видно это, нет, но вот это сейчас на ультрах мы играем. Видите, стекло, оно. Так, цели где-то там. Фиксирую. Вижу цель. По дороге едет. 52 километра. На опережение его вылавливаю. Километров. Блять, машины гражданские мешают. Абрамс. 35 километров можно делать захват. Все, захват есть. Сейчас гражданские проедут. Пуск. Одна через него поехала, блядь. Такой бред. Цель поражена.
Потрясающий самолет. Но он не для ленивых. Кто любит работать шквалом, вести наблюдение, выискивать цели, это для него. А тот, кто привык через мушку, как с калаша, стрелять без прицела, ну, я думаю, он не для вас. Я же как вот говорил, есть самолеты, вот как они делятся, типы автомат Калашникова чисто с мушкой, допустим, и автомат Калашникова с прицелом ПСО. Вот. Тут уже зависит, что тебе больше нравится. Нравится, если тебе больше просто, чтобы у тебя была мушка и ты мог просто ближе подлететь, вот как вот еще во Вторую мировую вот эти самолеты были. Чем ближе, тем лучше. С пулемета расстрелял, бомбочку сбросил и ушел. Вот. А есть авиация вот таких типов. Мне нравится такая авиация. Я об этом говорю. Я не любитель истребителей. Все, я на базу. Цели поражены были так, что я даже к ним не подлетел на ближе. То есть самолет... чем удобно, когда шквал находится по центру? Удобно захватывать район, где ты будешь, допустим, проводить наблюдение. Вот пример. Допустим, наблюдение там, да? Выводишь, делаешь захват. И все, и начинаешь наблюдать. Все, пошел. Самолет в этот момент держишь, вот крен. Вот, также смотришь. Можешь в ЛС смотреть, можешь. Здесь вот прибор ниже как раз скорость есть. Можешь по этому скорость смотреть. Все, и начинаешь выводить, допустим, здание. Все, захватил. Здесь уже корректируешь сам самолет на цель. Врубаешь дальномер, смотришь уже по шквалу расстояния. Сейчас попробуем бомбы использовать. Найдем цель какую-нибудь. Что там горючки-то? Мало уже остается. Да ближе к аэродрому добраться. Наверное. И там использовать. Мне непривычно наблюдать вот это мыло на стекле. Оно как стекло, реально. Оно маленько размывается. Где-то видно какие-то царапинки. Вот это мне непривычно наблюдать. В предыдущих самолетах, на которых я летал, я там особо это не замечаю. Там просто стекло и стекло. А здесь вот видите, как оно? Видно что-то стекло. В армии 3. Но только если там летать на этом, на К-52, да, там есть. Но там не шквал, там этот... Как его правильно назвать-то, блядь? А так нет, там нету шквала. А вот интересная технология.
Так, а что у меня рубеж? Возврата же надо. Сейчас попробуем посадить его. Взлетает он нормально, мне понравилось. Вот такой вот чувствительный самолет. Сейчас вторую миссию на нем выполним, и все тестирование он для меня прошел. И можно будет его использовать уже. Там потом миссии будем создавать. Ну, Arma 3 это же не симулятор авиации. В Arma 3 вообще хорошо, что там есть самолеты, вертолеты, но он больше основан на земле же. Его в основном особенность это танки, пехота. Если бы Arma 3 бы чисто основывался на чем-то конкретном, там чисто на пехоте, да, или на танк, или на самолет, я думаю, он вполне бы создал бы конкуренцию ДКС. Но это же не именно симулятор конкретно какой-либо техники. Это тактический симулятор военных действий. Все. То есть там даже больше, наверное... Там больше упирается все, наверное, в тактику, вот. То есть там командные, это командовать отрядом можно, танками, взводом, там, самолетами, допустим. Все на тактике основывается. Вот. Но после операции Flashpoint все пошло через попу. Команды выполняются как попало. Отряды, получается, ну, за твою сторону, они даже в бою нормально не могут себя проявить. Зато противник всегда силен. Так что там надо играть с ребятами, с отрядом в команде, тогда будет интересно. Это все, так что это не симулятор ДКС, там можно авиацию не сравнивать. Я вообще удивлен, когда Арму равняют самолеты с самолетами ДКС. Хотя, если здесь посмотреть, солдатики на земле, такое ощущение, как будто это эти статуи перемещаются. Анимацию только движение вперед им сделали. Вы видели вообще, как тут солдаты выглядят? И как они двигаются? Ну и все. Что с армией-то сравнивать? Здесь они хоть выглядеть стали нормально. Я помню первые симуляторы, там вообще звезда полная была. Такое ощущение, как будто, знаете, вот... У меня в детстве был хоккей настольный. Там хоккеисты были плоские такие. Но зато вот так вот на них смотришь, вот так вот. И у них вроде голова, руки, все. А сбоку смотришь, там... Блять, не покажу.
просто картоночка такая. Ну вот примерно вот в симуляторах такая тема вся была. Как мишени просто были и все, да? Ну, шум, я видел тут солдатиков. Они созданы для симулятора. Ну вот, да дело-то не в этом. Я просто людям говорю, что не надо игру никогда сравнивать эту с армией. Все. Здесь свои плюсы, там свои. Все. Я, кстати, здесь на технике так и не поездил, надо попробовать. Что там сильно страшно все? В прицел... А, в смысле, ты прям там стрелять можешь с танка, что ли? Ну, здесь именно. Короче, горючка тут измеряется, я так понимаю, 1, 2, 3, плюс вот эти миллилитры. 2, 4, 6, 8, так что ли? Я как-то привык, в общем, просто по килограммам ее смотреть. Я шасси выдвигал уже, да, походу? Они здесь красным выделяются. Блять, этот самолет точно я управляю им или он сам управляется? Такое ощущение, как будто он сам к полосе тянется, прикинь, даже скорость держит, офигеть. Это что за авиация такая? Блин. Я бы сейчас на 25Т уже бы завалился. Давай, 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 давай. Я ж что-то кайфанул, блядь, сейчас реально завалюсь. А где парашют, блин? Он не оснащен им, что ли? Иди отсюда. Где парашют-то, блядь? Стой. 1:05. Заруливайте на стоянку. Офигенно, блядь. Не понял, кто у меня парашют стырил. Алексей, привет.
Да, ништяк мод. Блин, пипец, блядь, где парашют-то? Классно, блядь. Я-то на него понадеялся. Оказывается, здесь на него надеяться не надо. Не, мод вообще суперский. Я как бы полосу-то нормально села. Говорю, на парашют понадеялся. Полоса-то короткая. Ну, я еще специально как бы это... Сел как попало, думаю, проверю торможение, все. Ну и все, и пипец, блядь, чуть не уехал в дома. Это что за прикол? Слушай, Алексей, да я и так кайфую. Какое у меня, ну, ты че? Мне вообще, вот, для меня это мой самолет вот сейчас, вот на данный момент. Так, сейчас я... Так, я здесь. Алексей, а это не ты случайно разработчик мода? Мне интересно, автор вот. А то он указал просто имя Алексей и все. Ну, блин, мне кажется, Алексеев много как бы. Ладно. Я не знаю, почему парашюты не открылись. У меня обычно так на Су-25Т было. На Граче у меня такого вообще не было. На Граче они очень часто у меня открывались. Полоса Нальчика, вот просто, сейчас я покажу, она не такая уж длинная, чтобы на ней развлекаться. Это аэродром в городе. Вот она вся полоса. Поэтому здесь с тормозами надо хорошо. Либо очень маленькую скорость держать. Меньше 300, чтобы аккуратно сесть. Просто, почему я скорость держу всегда большую? У меня такой вот полет всегда бывает. Меня подобьют, я возвращаюсь, у меня вооружение с собой. То есть я его не сбрасываю. Если меня не критично подбивают, то если я шасси могу выдвинуть, то я сажусь вооружением. И поэтому, если держать маленькую скорость, вооружение тебя тянет вниз. То есть самолет, он как камень падает с ним. Поэтому приходится на скорости, а при этом тормоза уже роль играет. И вот здесь парашют только тебя спасает, а так можешь уехать. Вот. Ну, чисто вот из этого у меня привычка, что я привык как бы с ракетами и с бомбами приземляться. Поэтому и к скорости уже привык. Так, ладно, что, задание-то здесь сделал я. Правда, воу, полегче. Мне еще даже орден мужества дали. За что только? За то, что я машины объехал на дороге. Но я старался. Спасибо. Так, ну что, первая медалька в нашей летной книге. Так. Да, кстати, я ему поменял управление армейской авиации теперь. Вот, здесь просто будет 25 теперь. Не, даже скобки можно убрать, он будет теперь мастер на все руки. Вот. Так. Пойдем на следующее задание.
Ну, пока только 2 миссии вот эти сейчас сделаем, и все. Интересно, а можно его использовать в миссиях, вот как раз где компания была? Их же можно... Ну-ка, подожди. Блин, ну там, правда, у него этой нету. Против асы сражаться-то, нет? Или есть что-нибудь? Короче, вот компании я выдернул 3 миссии когда-то из компании. Основной компании этой игры. Вот такой здесь звездец. Вот тут где-то самолетик. Плеер. Клиент. Подожди. А игрок где? Вот он игрок, да? Нет, тоже клиент. А игрок где? Это кооперативная компания, что ли, получается? Все, я вспомнил. Мы эту, короче, миссию эти переделали под кооператив. Точно. Я думаю, зачем мы их выдергивали? Там мы тут летали с ребятами. Я вспомнил. Так, и чё? На стоянке никого, что ли? Ну, допустим, вот этот самолет клиент, его можно поставить игроком и Сэм выбрать, да? Будет работать? Ну, не надо сохранить. А тут еще маркеры включены. У него еще вооружения нету, надо тут его вооружать. Но фишка в том, то, что можно и в эти миссии полетать. Здесь потому что замес вообще будет жесткий. Ладно, пойдем сюда. Как у него тепловизор использовать? Интересно. Так, самолет здесь 20 СМ3 ставим. Попробуем отработать фабами, бомбами. Там кто-то просил Х-29, давай попробуем. Я помню. Так, бомбы вот эти и еще фабы возьмем. Так, в общем, здание здесь. Паразит 2 Абрамса и пехоту за зданиями. Делали мы уже такое в предыдущих стримах, предыдущих упражнений. Здесь у нас 3 лавки, колонна и пехота.
Пока ничего не добавлял, не изменял. Вот. Работа идет с моря. Взлетаем с Сочи Адлера и пойдем с воды. Это такая как раз вот миссия испытать самолет немного. Вот. Единственное, мне интересно, как он, у него есть какая-нибудь защита от ПВО, помимо ЛТЦшек, он как-то видит их, наблюдает, у него что-то оснащено в нем, нет, или у него только хорошее прицеливание. Блин, ну тут надо поговорить с человеком, кто создавал этот мод, чисто поинтересоваться для себя. В моде не реализовали, а в жизни есть, да, эта тема у него. А просто как бы видишь, я не знаю, я только вот прочитал, тепловизор у него типа должен быть. В общем, все-таки против ПВО лучше использовать, опять же, наш старенький самолет Су-25Т, да? Так сказать, классика. Сочи, 104-й. Руление. 104. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Но если он не приспособлен, то он уже уступает самолету, значит, модификации Су-25Т в этом. Но зато при этом он хороший ударный самолет против наземки. Ну, для одиночного экипажа, я считаю, да? Так, подожди, я правильно еду? Нет, неправильно еду. Фонарей не видать у него что-то. Либо я их не вижу просто. Нету фонарей у него. Как раз вот который мы у тебя, Иркут, используем на аэродроме. Они могут быть в режимах ну просто гореть, могут моргать. Сочи, 104-й. Взлет.
104. Взлет запрещаю. Слушай, я, по-моему, не на той полосе взлетаю. Или на той. Сочи. Взлет по готовности. По-моему, не на той. 300. По давлению 29,82. Все правильно, на той. 104. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Сейчас 29-ками отработаем. Он хоть и рисует типа 12 километров. Ни хрена, 25 можно использовать для них. Тем более, если это побережье. Так, ориентир я помню. Там 3 речки у нас, так что уже все запомнил. Горючки надо здесь запас брать. Он кушает хорошо, я понял. Или он, наверное, работает, я так понимаю, аэродром где-то не сильно далеко от цели. Потому что его заправлять надо. Надо почитать, как его используют в боевых условиях. Хотя нет, это, наверное, военная тайна. Цель захвачена. 40 километров. Пишет, пуск разрешен уже. Но я на 30 запуск сделал. Просто танчик. Танчик. Крылатый танчик. Блин, ну с ПВОшками придется тогда это сильно не шалить, когда миссии буду делать. То также буду падать вниз, как грач. Жалко как-то на этом самолете вниз падать. Дорогой он, я думаю. Поэтому обязательно нужно прикрытие, хорошая разведка. И летать уже наверняка, где этих чудиков нету. С противовоздушными всякими приколюшками.
Видишь же, как бы тебе тут сказать-то так? Да ты что тебе говорит, ты же сам знаешь, все опытный. Просто бомбы использовать, это высота, чтобы тебя не взяли. Во. Но есть маленький момент, чем выше, тем бомба интереснее летит. Поэтому здесь вот единственное есть корректированная авиабомба, допустим, да, в которую мы сейчас попробуем. Вот, может, именно она даст нам плюс работы на высоте от ПВО. Ну, мне надо это распрощаться еще с одной ракетой, потому что я буду заниматься танцами вправо. Попробуем использовать закрылки при заходе. Вижу цель. Тихо, 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 тихо. Есть заход. Уже можно пуск делать, он уже тебе говорит пускай. Что, давай бомбы попробуем. Вот ракеты были. Х-29. У них хоть и написано там 12 километров. Это, наверное, 12 километров минималка. Если ты уже за 12 километров залетаешь, они уже запускаться не будут. Наверное, так. Потому что они пускаются уже с 40. Он тебе пишет ПР разрешен. Так, значит, типы бомб. Корректировки 500-ки. Кабы, по-моему, корректирующие. Этот захват обычно горит, когда есть вот тоже момент такой, когда ты делаешь шквал, фиксируешь, ты же фиксируешь сначала район, где ты целишь, потом захватываешь цель. Цель поразил, резко убегаешь в сторону и начинаешь целую там кнопок много нажимать. Сначала дальномер надо вырубить, потом захват отменить, чтобы ВРки эти не появлялись. Шквал лучше вырубить, уже он нахрен не нужен.
в этот момент, когда уже маневрируешь. Вот, если же ты, допустим, снимал этот ограничение спуска, то лучше его тоже убрать, чтобы он тебя не отвлекал. Ну и все. Я всегда так делаю, уже привык. Потом, когда я иду на второй круг, у меня как будто все заново, и все, я уже начинаю. Если, допустим, я не хочу близко к цели подходить, опасно, там вдруг какие-нибудь ЗРК, ПЗРК, я не знаю, риски есть, то я лучше отработаю, ограничитель сниму. Вот. Но опять же, надо знать, у каждой ракеты есть свой максимум. То есть ты не можешь их запускать прям там с хорошего расстояния, с дальнего прям. Но 25-ки я запускал где-то с 25 километров. Они вроде, ну, можно 25-30 использовать. Все зависит от 30 и все зависит от местности, короче. Я так понимаю. Блин, я не помню, как корректирующими бомбами работать, потому что я всегда ракетами работаю, но будем учиться. Для начала надо обнаружить цели. Блять, скорость бы тут не терять единственное, потому что эти самолеты, вот они очень быстро скорость сбрасывают на поворотах. Недолет небольшой. Я вспомнил, как это делать. Ну, это так же, как примерно фабами работать, только по шквалу. Кстати, намного комфортнее, чем это резко на граче. Здесь вот надо вот этот кругляшок держать вот в этой верхней резке. Вот. Я так понимаю, вообще приближена к центру, прям, чтобы вот эта палочка касалась точки, ну, когда при выбросе бомбы. Тогда попадешь в цель. Я чуть ниже держал, поэтому бомба у меня упала раньше. Сейчас еще будем один заход делать. Да я знаю, как его, я просто подзабыл. Я это все проходил. Я же, прежде чем сесть на Су-25Т, я зашел и прошел полное обучение, вот. Потом я пошел летать в компанию. В компании у меня поначалу были проблемы тоже. То у меня там, потому что очень много ПВО. Ну, я до того втянулся в этот самолет, прям погрузился, что у меня вообще было пофиг. Я уже просто влетал в эту зону ПВО и летал на низкой высоте, и им плевал на голову. Блин, надо тебе это скинуть ссылку на стрим, как бы, чтобы ты не думал, что я так лялякую. Посмотрел бы сам. Ну, в тот момент я вот так приноровился. А потом паузу сделал, год. Полетал в армии 3. И все. И отвык. В армии 3-то там самолеты, конечно, не такие, блин. Там
кого там захват цели сделал, пик-пик-пик-пик-пик-пик, пуск, и все, и пошел куда-нибудь гулять вообще. Ракета сама долетит. Там, по-моему, все ракеты так запускаются. Даже птуры у вертолета. 9М, вот здесь 9М, когда ее запускаешь, тебе надо ее вести. А там ты ее запустил и ушел чай пить. Она сама долетит. Вот и все. Вся разница. Блин, что у меня с этим трекером сейчас начинается? Он у меня нормально работает, просто иногда, вот я говорю, я отхожу, когда от компьютерного места сажусь, и все, и он меня уже не так видит. То надо сейчас выходить, паузу в игре делать и занимать положение такое, чтобы он мог центр тебя в центре видеть, а он, видать, меня отклоненно видит. Конечно, по прицелу захват интереснее делать, чем ты там пытаешься эту точечку поймать на расстоянии в граче, когда летишь. Здесь единственное, надо знать примерный район, где тебе искать цель. Все. Вот сдалека я его не увидел, район. Мой косяк сейчас был. Кажется, как будто он, а ну правее оказался. Все. На второй пошел. Да я специально хочу еще сдалека попробовать ориентироваться, чтобы близко не подлетать, а уже подлететь и нанести удар, а не рыскать их. Также, вот, допустим, если ты научишься на расстоянии сразу их видеть, то тебе проще, допустим, несколько целей уничтожить. Одну 29-ку запустил. Но опять же надо, чтобы скорость твоя была маленькая, чтобы ты ракету не догонял. Ракета долетает до цели, у тебя еще должно быть запас расстояния, чтобы вторую запустить. А то так получится, что ты быстрее ракеты. Ты смотришь, так и ракета за тобой. Еще жопу ей подставишь. Вот это смешно будет. Потому что Х-29 у нее не такая большая скорость. Все равно она может тебе по жопе дать. Вот я вижу район, по-моему, здесь. Блин, море захватил. Море. Конечно, без корректировки неудобно, когда самолета стабилизатора нету у него, самому надо работать. Попробуем с 2500 отработать. Все, вот появляется вот этот кругляшок. И вот эту палочку надо держать на этом кругляшке, край. И желательно бы прям, чтобы точка край касался края этой резки. Вот при этом можешь на шквал смотреть. Сейчас удобно в этом самолете. В 25Т неудобно было, он справа был расположен. Здесь можешь тоже смотреть.
Сейчас сброс уже скоро будет. Все, сброс пошел. Самому интересно, попадет в цель, ну? Ну это вот, это уже называется высота и ветер. Так что не знаю, какая она корректируемая. Ни хрена она не корректируемая. Бомба как бомба. Хотя и захват в шквале был. Фабом и то лучше попаду. О, прикольно. Здесь вот на фабе сразу это прицел. Давай попробуем. Ну вот я корректировал, да, по ЛС ее, по шквалу, она все равно не долетает в цель. Либо ветер сильный, вот. Потому что когда я заходил на Абрамс, на второй, меня аж сдувало, я еле зашел на него. Здесь, когда в море летаешь, здесь ветер сильный. С бомбами здесь сложнее работать. Что там по горючке? У меня получается ракеты только нары и бомбы, да, остались. Ну вот, кстати, насчет бомб мне грач больше понравился, фабы там сбрасывать. Я как-то, мне было приятнее. Здесь не знаю, сейчас будем пробовать. Здесь вот он, прицел, круг этот. Вот я, когда грачом, чтобы вот попасть по цели, мне приходилось вот так идти на нее. Не прямо, а именно вот так. Наклон делать. Что, он сбросил, что ли? Нет, ни хрена, он сбросил. Обманщик. Я видел, ты не сбрасывал. Давай, сбрасывай. Блин, высота молю. Сейчас мне по башке прилетит. Что, он будет сбрасывать? Опа! Ни хрена себе, блядь! Лавки не любят СМ-ку, я помню, да? Так, короче, бомба ни хрена не работает. Что такое? Смотри табло. Так а что его смотреть? Оно сломано. Мне навигацию выбили. В смысле, ни хрена не лупят? По грачу так не стреляли. Навигацию мне выбили. Опасные ребята. Блять, как тут фабами-то пользоваться? Тоже надо корректировать их, что ли? Я хотел их вручную сбросить. Че, он даже не...
Он их даже не сбросил. Ладно, я на базу. С бомбами надо здесь привыкать еще. Здесь сложно. Надо еще тренироваться. Сочи, 104. Возврат. Так, ну что, у нас приборы же работают. Сочи. Следуйте курсом 274. Удаление 25. Нет, ни хера, скорость не работает. 9,82. Посадочный 0,6. Занимайте высоту круга. Прибор скорости не работает, высота не работает. Глаза, прибор глаза работают, так что нормально. Главное, чтобы гидравлика была. Но вот если где-то будешь на расстоянии, то точно можно заблудиться. Хотя, ну как, компас. 1,04. Работайте с посадкой. Слушай, а по-моему гидро... А, все, гидрача нету, смотри. Хе-хе. Типичная болезнь, когда тебя выбивает и не гидрач. Все, пипец. Море, море, жди меня. Нормально я под обстрел попал. Но это вот я показал, что близко к ним нельзя подходить. Тебя даже БМП накроют. Поэтому бомбы надо сбрасывать только на высоте. А на высоте они уходят с ветром вместе. Надо ветер учитывать. Так, что надо сделать? Давай, 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 давай. Надо хотя бы на земле катапультироваться. Сейчас вот туда. Не забываем, у меня как бы самолет-то, хоть я его проверяю, на жизнь того пилота одна. Если я сейчас разобьюсь, она засчитается, как я мертвый. То есть даже в таком задании идет карьера у него. Да-да, это все в статистику идет. Поэтому мне вот сейчас не до смеха. Хоть над аэродромом, что ли, попробовать спрыгнуть. Где у него гидрач-то вообще? Где он отображается? Вот это все типа триммер, не... Вот это, наверное, или где? Где у него посмотреть, что у него выбито гидрач? А, ну здесь, наверное. Так, все. Чё, к сожалению, прекратил работу. Почему? К сожалению, ДКС прекратил работу. Разрешите сбор дополнительной отладочной информации с помощью... Иди ты нахер. Чё надо? Лог файла отправлен. Чё такое? Понятно. ДКС сломался. Так, итого. Ракеты классно, бомбы, блять. Бомбы я так и не понял, как на нем сбрасывать. Но это все просто. Идешь на самолет Су-25Т и проходишь обучение. Не, корректировочную я сбросил по шквалу. Значит, и факт тоже по шквалу тогда. Иркут, ты тут? Или ты уже это...
Что у нас сегодня? Пилотирование-то будет, нет? Вообще не засчиталось ничего. По идее должно быть второе катапультирование. Подожди. Ну да. Катапультирование не засчиталось из-за того, что вылетела игра. Ну, вот как-то так. Так, а сколько времени у нас стрим идет? 2 часа. Не, миссию сейчас не будем создавать. Будем потом отдельно создавать. Ладно, 2 часа. Ты мне скажи, у нас сейчас будут полеты какие-либо или что? Или мне что-то делать? Мне надо понять. Либо я стрим тогда вырубаю и готовлюсь к нашим испытаниям. Вот. Потому что в этом стриме я планировал полетать на самолете Су-25СМ. Я еще не готов. Тогда мы сейчас еще одно испытание проведем. Так, для этого мне надо новую миссию. Сейчас попробуем, смогу ли я в редакторе сделать уничтожение здания какого-нибудь. Так, давай сначала на аэродром выберем, где я буду взлетать. Что-то надоело мне возле воды, где-нибудь здесь, в глуби, наверное. Это вообще Тбилиси, Грузия, что ли? Беслан, Моздок. О, Моздок пускай будет. Хочу попробовать сделать, ну, на будущее понять, можно ли задачу поставить, здание уничтожить. Так, взлет с полосы, все, самолета поставил взлет с полосы задачу. То есть он будет запущен, все. Это здание мы где-нибудь. Блин, ну тут есть 3D, интересно. Иркут, а здесь можно как-то вот сейчас вот прям нырнуть и посмотреть в 3D в игре что-то, либо только в этом режиме редактор работает? Подожди. Спутниковое отображение, это как посмотреть? Вид? Так, подготовка миссии, запись видео, просмотр компания, нифига себе.
Чего? ЗД нет. Что за ЗД? Мне ЗД ничего не говорит. Так, взлетаем, значит, летим. Блин, тут одни какие-то села есть? Какой-нибудь Екатериноградская. Тоже какие-то дачи, блин. Понятно. Маленькие села, поселки. Даже не поселки, а села. Дома маленькие, все одноэтажные, наверное. Добавить статический объект. Сооружение. Ну, пожалуйста, здесь здание. Склады. Склад вооружений. Ну, пожалуйста. Какой-то склад. Допустим. Так, имя. Статик склад 1. Все, так и оставляем его. Ну, это легко очень, я считаю. Нет. Это фигня. Склад надо добавлять где-то в городе, допустим, да. Можно склад реально где-то здесь добавить. В этом. Я даже не знаю, что это. Я не могу посмотреть, что это. Дачи, село. Видно, что это какие-то домики небольшие. Это что такое? Бочки, резервуары. Что это, блядь? Как вот посмотреть вот это все? Ну, знаете, как я так понял, можно это все посмотреть? Наверное. Так, это все авиация, нет. Тип. Пилот, ветеран. Не там смотрю. Нажимаем танк, пехота. Допустим, десантник. Управлять, понятно, я с ним не могу. Им управлять не могу, но... Так, миссию надо сохранить. Так и назовем его ее склад. Играть, что ли, блин? Прикольно. Так, что? Ага. Вот он стоит, боец. Ну это жилой квартал целый. Это поселок. Это не село, это поселок. Ну вот. Можно использовать здание свое, допустим, поставить. А можно использовать какое-нибудь здесь здание. И вот я хотел хитрость одну попробовать сделать. Можно ли так сделать? Нет. Чтобы использовать их здание, оно же тоже разрушается. Вот, но ты этому зданию условия не дашь без скриптов. Ну, проверку, что ты его уничтожил.
Вот, для этого попробуем вот так вот, допустим, поставим бойца на здании, посмотрим, как оно будет. Либо он рядом, либо он в здании появится в текстурах. И вот это уже будет интересно. Кстати, суть редактора здесь такая же, как в Арме 3. Только не надо писать самому ничего. Просто логикой работать надо. И всё. Намного проще. Нет, он, видите, на здании появился. Блять. Ну хорошо, ладно, он появился на здании. Что мы можем с ним сделать? Так, давай его удалим и поставим бойца, допустим, синей группы. Оп. Скрыт на дисплее, скрыт в планировщике, скрыт на карте. Так, раунд 1, надо запомнить его. Как мы можем обозначить это здание, которое надо уничтожить? Вот тут момент, кстати, если он скрыт на дисплеях. Ну он тогда не будет уничтожен. Вот в чем суть тогда. Он же вообще будет спрятан, да? Блять. Мастер доступен. Подожди, скрыт на карте. Ну, визуально-то мы его видеть будем. Не, на дисплеях его визуально. Вот когда на дисплеях ставишь скрыто, его не видно будет вообще. Короче, надо... что я хочу сделать? Я хочу создать условия проверки уничтожения типа здания. Вот, но... Логично, если ты будешь стрелять по зданию, бомбу бросать, ракеты, оно уничтожится. Вот, но... Проверку ты здесь никак не сделаешь. У этого здания нету имени, ничего. Как тут сделаешь условия, допустим, что это здание будет уничтожено. Поэтому есть вариант поставить того, кто уничтожается. Юнит, дать ему имя. Вот. Но при этом юнита надо спрятать. Вот. Можно этого юнита просто расположить рядом. И все, со зданием, допустим. Тоже как вариант, да? Еще не могу привыкнуть к этому замечательному интерфейсу. Здесь везде его попрятать. Оставить только на дисплее. Ну и все. Да, блять, ты задолбал. Ты можешь просто его... Зачем ты мне ему поинта добавляешь? Его перенести хочу поближе так к зданию. Все. Можно вообще спрятать куда-нибудь. Так, чтобы если здание будет поражено, он тоже погибнет. Просто если я сейчас его спрячу на дисплеях, так, пока не надо прятать на дисплеях, тогда он вообще исчезнет с карты. Так, теперь как это здание отметить? Понятное дело, иголку в стоге сена не найдешь. Тут есть одна штука интересная. Сейчас я такое вспомню. Вот он. Значок. Стиль. Полигон. Овал, бокс, стрелка, линия, выбрать. Блин, тут, конечно, значки еще те. Овал, стрелка, значок. Короче, маркер нужен. Ну, это какие-то, не знаю.
Овал. Имя. Что мне дает имя написать? Подожди, что-то не то я делаю. У меня вот в миссии в одной сделано, я как-то разобрался с этой. Так, линия, полигон, выбрать. Линия. Нет, что-то не то. Так, сейчас я сохраню. По-моему, если не ошибаюсь, это здесь. Я, короче, парился тогда. Так, ладно, сейчас пару секунд. Парился тоже с этими маркерами, не мог разобраться, но потом вот тут это изобразил. А, ну это на планировщик. Хотя можно его и по нему тоже. Вот маркеры тут нарисованы. Вот как вот это же создавал же как-то. Так, сейчас зайдем сюда же. Только карты нет, не то. Вот. Вот они изображены. Раз. Вот этот круг меня интересует. Где вот он? Вот он, полигон. Авторские настройки. Радиус 3. Заполнить. Стиль сплошной. Толщина, диск. Его можно изменять, да? Хоп, 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 хоп. Ну вот надо такой же, наверное, создать. Ну-ка, если, допустим, бокс сделать. Он не поменяется уже. Пипец тут, конечно. Казалось бы, просто бы маркер бы какой-нибудь поставить и все. Нет, тут же надо обязательно, чтобы ты это мозг свой перегружал. В этом, конечно, в армии проще. Маркер влепил и все, и радуйся. В смысле в километрах, блять, а чё в метрах нельзя? Ну-ка, если мы сделаем 0,05. Во. 0,01. 0,01.
0,001. И все. Ну-ка, 0,05. 0,02. 0,03. 4. Хоп. Это на цель. Блять. Да ты охренеешь ее смотреть. То надо карту прям приближать. Прикол вообще. Так, эту линию, ну-ка, давай-ка. А чё она белая вообще? Нет, не то. Да блин. Как ее убрать теперь? Сейчас вот хочу ее удалить, она у меня не удаляется. Прикол. Блин, классно вообще. Ну давай посмотрим. А ее еще не видно. Подожди, в планировщике ее видно, да, получается? Планировщик. Смотри, ну, кстати, да, можно так и сыграть. То есть сначала нарисовываешь, выделяешь зону, где здание вообще в каком районе, наверное. Ну, а потом, то есть в планировщике игроку надо, допустим, запомнить это здание. Чему бы нет. Ну, а сам зону вот это выбираешь. Хоп. Километр. Нет, 100 километров много. 3, 2. Ну, все, и достаточно. Шина, так, а где у нас канал? Вот он. Хоп, все, выделили эту зону. Прозрачнее сделали, и все. Текст. Цель. Цель здания. А, это имя, блядь. На английском target. Ну и все. Больше ничего не надо. Все. Вот. А самое интересное, это вот этот тип. Я вообще хотел его проверить. Все, значит, условие такое. Создать. А цель поражена. Или... Даже... Ну да. Цель поражена. Это, в общем, создается виртуальный триггер, а в нем уже рисуется правило. Какое условие, значит? Объект уничтожен. Ground. Дальше создается действие при выполнении этого условия. Допустим, текст коалиции красным.
Цель поражена. Возвращайтесь на базу. Все, задача выполняется. Дальше создается условие. Теперь возврат на базу. База. Создается проверка. Так, чтобы дальше работать, надо создать зоны. Чтобы создать проверку. Все зависит от того, что ты хочешь, чтобы игрок... Можно сделать, чтобы ты цель поразил, миссия завершилась. Все. Можно сделать возврат на базу, плюс проверка, что игрок на парковку прибыл. Вот. В нашем случае, значит, надо создать, допустим, если ты хочешь сделать базу и парковку, то надо будет делать 2 триггера. Триггеры это уже вот она, добавить триггерную зону. Создается общая зона, допустим, база. Мало. Мало. Ладно, 3, пускай тогда будет. Хотя 2,5 оптимально. Раз все мало. Да? Пойдет. База есть. Парковка у нас во всю длину. Николаевич, привет. Сейчас маленькую миссейку создадим, а здание будет уничтожить здание. Отработать надо по нему не на армии там. На SM3 что за баг? Расскажи. Ну, видишь, там обновление выйдет, я думаю. Ага, спасибо тебе большое. Блин, вот это грустно, блядь. Так вот я из-за этого и влип, да? То есть у меня почему и вылет сработал. Нет, они не поправили, у меня игра зависла. У меня вылетела игра. Блин, прикольно, да? То есть катапультироваться нельзя с него. Вылет происходит. Вовремя ты мне это написал. У меня вот сейчас вылет был, меня сбили. Я успел катапультироваться и получилось, это меня игра выбросила. Я еще удивился, думаю, странно. Нет, не поправлен этот баг. Но это критическая ошибка. Я думаю, его должны поправить. С такой ошибкой, я думаю, людям будет не очень приятно, конечно. Если, допустим, там зеркала, то как-то плевать на них, я особо не парюсь. А вот если это вот эта ошибка вылета, связанная с катапультированием, ну, это тогда хреново. Это тогда плохо. Так, что у нас тут круглое? Нет, 4 изменить. 4 точно изменить. Хочу сам ее настроить. Так, делаем прямоугольник, накладываем на парковку. Прям на парковку. А, тут еще вот так вот оно идет, да, еще вот эти места. Тоже парковочные. Ну ладно, тогда давай сюда наложим. А, еще и там даю. Тут проще несколько их создать и проверку потом сделать. Ладно, давай так. Зону их захватим. 4-угольники здесь только можно ставить. 6-гранников всяких тут не сделать. Вот что мне тоже не очень улыбнуло. Там он еще парковка. Ну, можно вот так вот сделать. Или что там не парковка? Короче, там что-то типа парковки. Все. Надо стараться не доводить полет катапультирования. Согласен. Полностью. Ну вот в этот раз что-то я низко сильно взял. Перестарал с этими бомбами. Вот чтобы не катапультироваться, я использую ракеты в основном. Обычно, когда бомбы используешь, у них свои особенности.
иногда приходится катапультироваться. Так. Вот эту прелесть надо бы как-то уменьшить. Чё он? Во. Во. Пойдет, да? Так, ну что, 2 триггера созданы. Парковка. Угу. Все, теперь нам надо сделать проверку уничтожения этой цели, как бы. Видите, тут надо еще знать все условия. Я еще сам с ними знакомлюсь. СМ-ка, да, классно, да. Тебе тоже нравится шквал? Или ты это как на граче летаешь? На обычно. Или тебе шквал тоже нравится? Мне нравится вот именно вот это наведение, что я могу прицеливаться, ну, то есть на расстоянии уже готовиться, а не вот это ездить там, хоть, сука, с бинокля наблюдай, блядь, чтоб увидеть что-то. Да ну нахер глаза ломать, зачем оно надо? Либо миссии надо какие-то проработанные уже, чтобы конкретно была цель, чтобы авиацию наводили, а не так вот летать. Где там тебя? Ой, как красиво, блядь. Глаза сломаешь, выискивать их. Это как вот во второй мировой, вот как в War Thunder, знаешь, летаешь там в совместных боях, эти танки ищешь там внизу, пока тебе зенитка по голове не даст. Так, ну, все, в общем. Дальше. Нам надо условия создать выполнение цели и возврата. Вот. Мне вот что нравится здесь в редакторе, здесь очень удобно, здесь достаточно просто... Со шквалом удобнее, это дает больше возможностей. Согласен. Все, вот здесь. Это твой основной конфиг в игре. То есть здесь ты можешь просто написать всю миссию. Всю. Музыку создать, картинки добавить. Можешь вообще кино создать, если хочешь. Все зависит от условий. Мне вот тут очень интересно не вот это, а вот правила действия. Вот это надо изучить. Потому что правила действия... Что такое правило? Правило — это условия. Цель уничтожена, срабатывает действие. Допустим, самолет разбился, если ты создашь на это действие, какое-то действие сработает. Допустим, добрался до объекта, до зоны, срабатывает действие. То есть правила, есть действия. А это все лишь заголовок. Что вот мы создали сейчас, первую строку? Основную цель поражена. Значит, как это проверяется? Объект. Тип. Объект. Здесь не к юниту обращается, не машина, а вот именно объект. Ground 1. Ну, можешь здесь свое имя написать, какое хочешь. Кстати, блядь, я еще заметил, у меня почему-то те миссии не выполнились, потому что я начал свои имена писать. Сейчас вот я нормально оставил вот эти рандомные, и у меня стали выполняться условия. Чё к чему? Ну, не факт, конечно, еще. А, что нужно еще, кстати, прежде чем продолжить всю эту тему, надо еще вот в этих триггерах прикрепить к юниту. Там, где к игроку. Вот, но опять же, это для одиночной игры. Если это будет игра сетевая, кооперативная, то вот этого я не знаю. Скорее всего, либо двоих игроков надо в одну группу добавлять, либо несколько триггеров создавать на несколько групп. Вот, в данной миссии у нас одна группа. Там, где игрок. Все. Прикрепляем триггеры к нему. То есть только он их может активировать. Александр, привет. Так, ну... Теперь создаем цель поражена. Здесь как бы
В основном это просто оповещение для игрока. То есть объект уничтожен, идет текст. Через 10 секунд срабатывает текст. Относится он к коалиции. Мне проще написать красным. Допустим, я же к красной стороне отношусь. Все, тебя игра оповещает, текст справа. Цель поражена, возвращайтесь на базу. Все, создается дальше. Что нужно сделать? Допустим, возврат. Создать. Правило. Как проверить этот возврат? И вот тут надо вот понимать, что к чему. Я вот тоже еще с этим знакомлюсь. Ну, допустим, если выставлять там высоты, скорости, то у каждого аэродрома еще своя высота. Вот в чем прикол. С высотой очень сложно здесь угадать. Также вот проверка есть на объект жив. Бывает же как бы... Но здесь нет, здесь резкий провал идет. Если, допустим, два самолета участвуют, основной игрок и клиент, то можно сделать проверку, если основного игрока сбивают, то миссия проваливается. Потому что этот же может второй игрок летать и летать дальше без него. То есть вот объект жив, проверка идет. Ничего здесь сложного нету. Так, бомба в зоне. Можно бомбу. Смотри, здесь можно бомбу. На бомбу, короче, сделать... Мы можем на бомбу даже условия здесь создать. Нифига себе. То есть ты сброс бомбы делаешь, если она летит в этот триггер, то ты выполнил задачу. Так, ну ладно. У нас задача, значит, объект в зоне. Обращаемся к группе Ареал 1.1. Это, то есть, игрока группы. Первый триггер создавал база. Вот. То есть игрок на базе. На базе такое условие. Ну вот он на базе может просто пролететь мимо триггера, и оно сработает. Типа, ура, вы на базе. Да, при этом он просто пролетает и на второй заход идет на аэродром. Ну это же нелогично. Поэтому надо сделать проверку дополнительную. Допустим, вот он на базе, чтобы он был... Либо у него высота. Высота это очень сложно угадать. Лучше сделать, допустим, скорость. Ну, скорость ты там 30 километров ты в полете не сделаешь. Ты разобьешься. Это логично. Попробуем сделать скорость. Объект скорость ниже, чем 30 километров. Все. Опять создается оповещение для игрока. Да, здесь можно создавать музыку, добавлять всякие картинки, радиопереговоры, озвучку, все, что ты хочешь в действиях. Ну, самый простой вариант это как бы оповещать, текст ты создаешь и все, сам пишешь здесь. Ну, допустим, текст коалиции красная. Отлично. Поставьте самолет на парковку. Так вот. Все. Ну и все. И теперь завершение надо написать. Создаем еще действие одно. Триггер. Завершение. Понятное дело, миссия у нас самая простая здесь. А если ты там... Ну, я вот создавал миссии, играли зимние. Там надо, допустим, чтобы наступление пошло, когда ты подлетел. Проверка там, что часть наступления отбили врага, значит, вторая волна пошла. То есть там уже целый цикл идет. И вот это надо все просчитать. Любой редактор во всех играх зависит от условий и действий. То есть условия, ну, надо знать просто, какие в игре доступны условия. Вот, допустим, в армию 3 мы в редакторе сидели, когда создавали. Там всякие разные условия. Там даже условия, ты приблизился к объекту, срабатывает что-то. То есть на дистанцию условия, тоже на выживаемость, на все. Все. Вот, так, завершение. Здесь какое вот, чтобы нам завершить? Нам игрока надо, чтобы он оказался в парковочной зоне, да? Вот. Объект в зоне. Выставляем парковка. Все. Опять обращаемся к группе игрока. Ну и все, и создаем уже... Так, этого мало, кстати, что он в зоне. Ему же надо, чтобы... Он может просто ехать по этой парковке, да? Надо добавить, допустим, скорость опять.
Мы будем упираться на скорость. Скорость ниже, чем... Пускай будет 10 километров. Ну, не знаю, ну 5 давай поставим. Конечно, можно высоту еще добавить. Но тут я единственное не понял, где тут в правилах у них, допустим, чтобы он заглушил двигатель. Я вот не вижу этой проверки. Тут высота, курс, крен, тангаж всякие, вертикальная скорость в пределах. То есть была бы здесь просто заглушил двигатель и все. Но тут же нету этого, понимаете, в чем дело? То есть здесь геморрой приходится угадывать, что лучше поставить. Параметр объекта в диапазоне, ракета в зоне. То есть вот им проще ракету проверить, чем проверку двигателя сделать, запущен он или нет. Где вот эта тема-то вообще здесь? Вот, из подвижной зоны юнита. Вышел из подвижной зоны юнита. Объект в подвижной зоне. Подожди, вот это, наверное? А, ну нет. Нет, что-то какая-то хрень. Ладно. На скорость лучше делаем. Ну, высоту можно не проверять. Я думаю, если у тебя скорость меньше 10, то логично у тебя и высота не 500 метров. Прикинь, на высоте летишь, у тебя скорость 5 километров. Вертолет с такой скоростью не летает. Так, объект скорость ниже, чем ты. Все, создать. И здесь вот можно уже сделать оповещение. Кстати, здесь можно несколько действий сделать. Вот нам сейчас можно сделать текст и завершение. То есть оповестить игрока, что все, молодец. Угу. Я даже озвучку здесь создавал еще. Я офигел тогда. Как бы я не думал, что здесь так все будет мне удобно после армы. Игра Арма 3, там у них тоже редактор есть, но там тоже вот оно на триггерах создается, но там еще скрипты пишешь. И команды надо просто знать. Текст. Коалиции красная. Вот здесь задержка. Что такое секунды вообще? Секунда это сколько он будет у тебя светиться на экране. А есть еще задержка. Задержка, вот, допустим, активировалась. Либо сразу текст появился, либо 5 секунд проходит, и он плавно у тебя появляется на экране. Вот. Но лучше задержку всегда делать, чтобы он через время появлялся. Тогда игрок всегда обратит внимание на это. Ну, допустим, 3 секунды сделал. Все. В тексте пишешь здание, допустим, выполнено. Все. Этого достаточно. И еще создаем действия же. Вот, так, чтобы они одновременно не срабатывали, здесь можно создать таймер между ними. Сейчас покажу. Все, завершаем миссию. Победитель красный. Там 3 секунды, значит. Потому что вот эти два действия сработают сразу, когда выполнится одно правило. Вот, чтобы они не сработали одновременно, либо может так, наоборот, завершиться миссия и тексту не сработать. Чтобы такого не было, смотришь время. Здесь 3 секунды. Здесь ставишь, допустим, 10 уже секунд. То есть сначала, получается, через 3 секунды срабатывает, а потом вот это все. Завершаешь миссию. Ура! Там, победа. Все. Миссия создана. Готово. Можешь закрывать, сохранять. Вот. И тут как бы вот момент только один. Это вот это здание. Проще, конечно, статическое поставить. Слушай, а если мы вообще сюда попробуем? Ну, тогда надо условия переделывать. Если я сейчас вот этого типа удалю и где-то здание поставлю, тогда вот все вот эти условия, которые здесь прописаны на цель поражения, вот здесь уже меняется другая группа. Поэтому ладно, проверяем то, что сейчас я поставил. Заодно мне самому интересно тоже, просто как бы вспомнил ли я это, нет.
Так. Вот, знаешь, будем работать бомбами. Заодно я потренируюсь. Бомбы, кабы. Давайте на всякий случай еще фабы возьмем. Надо понять, как фабы работают здесь. Блин. Самолет готов. Подожди, а почему он... В смысле, объединение... Россия, блядь? Что такое? Я же красных стоило. Угу. Они два создались. Так. Вот этот не нужен. Да, тут надо с этой темой повнимательнее быть. Просто в нормальном редакторе, в нормальном... Не, здесь нормальный как бы редактор, но у него есть одна особенность. В нормальном редакторе, допустим, если хочешь, вот выбор здесь у тебя какой-то выбран, хочешь его отщелкнуть, нажимаешь просто курсором на карту. А здесь, если нажмешь, он тебе какую-нибудь херню поставит. То, что ты вот ставил, он тебе еще один поставит. Так что здесь надо повнимательнее с этим быть. Уже попадал я так. Мне кажется, этот редактор любой может освоить человек, если захочет. Здесь все сделано для... Не для какого-нибудь там великого этого ученого, а для игрока. Так, ну... Что для проверки даже можем сейчас сделать быструю штуку еще одну. Создайте вот сюда вверх ее. Хоп. Старт назовем. Создать. Вначале вот сейчас объект жив, просто проверка идет. Я игрок живой. Создаем действие. Текст коалиции. Задержка где-то секунд 5. Текст. Привет. Привет, блин. Срочно вылетайте. Срочно вылетайте на... Да, на задачу. Сейчас заодно проверим, как оно сработает. Все, срочно вылетаем на задание. Блин, вот еще момент один. Маркеры же здесь не отобразятся. Они только в планировщике отображаются. Поэтому ППМ-ки-то мы забыли раскидать. ППМ это маршрутные точки для самолета. Добавить. Значит, ему надо взлететь. Допустим, сюда. Потом он отправится сюда. В каждой ППМ-ке настраивается вот как раз вот по LC, видишь, когда круг этот, здесь можно настроить высоту, скорость. Вот. Здесь вот и дефолтная стоит 2000 метров всегда. ППМ 3 надо пройти. Сюда. Ну и возврат. Наверное, да? Посадка.
Когда у самолета будет уже маршрут, ему будет понятно, что куда и вот, что от него требуется. Ну и все, наверное. На высота, я не знаю. Кто-то прям от ППМ к высоту соблюдает. Тут, если так, то можно миссию, допустим. Ну, сколько нам нужна высота для сброса бомб? 2000 метров, я думаю, достаточно. Наверное, да? Он сейчас занят, Иркут, он создает нам там комнату пыток. Он же любит издеваться над нами. Шучу. Как можно посмотреть маршрутные точки в игре? Вот, чтобы проще было. На самолет нажимаешь. Вот он тебе показывает. Вот, пожалуйста. В смысле, блин? Это палево. Я же его спрятал. А, нет, я его не спрятал. Там же... Блин, вот что мне не нравится здесь в редакторе еще момент. Почему он прячется здесь-то? Зачем его здесь-то прятать? Я же в редакторе, он просто в игре должен прятаться. Так, скрываем его, знаешь. Вот так вот, все. Тоже интересно, так, блин, что-то как-то нелогично вот это вот продумано. Отставить, а вот и оно. Ладно, все, выставляемся на ППМ. 22 километра. Все, сейчас вот нажимаем карту, опять же смотрим. Понятное дело, что я за вот это время 2000, наверное, не наберу высоты. Вот видите, маркеры здесь не отображаются. В этом вся и особенность. Показать исходные размеры, координатная сетка. То есть маркеры ты только смотришь на этом в планировщике и все. Дальше уже сам запоминаешь здание. Ну вот надо запомнить здание. Ориентир сам он думает, да? Но здесь чем легко, допустим, пускай это будет поселок. Получается юго-запад поселка, здесь какие-то цистерны, да? От цистерн уже наблюдаем вот эти два здания. Вот, но все зависит, с какого направления пойду. Если я пойду, допустим, понятное дело, я могу по ПМ идти, но я могу потом сам вот так, хоп, и зайти уже так, как мне удобно. Вот, но вот самый оптимальный вариант, допустим, зайти с юго-запада, наверное. И вот смотреть на эти цистерны и справа отталкиваются вот эти два здания. Тут везде по два, но вот эти они большие здания, какие-то два. Вот, и наше здание, вот это надо здание уничтожить. Понятное дело, как бы в миссии вы придумаете там описание, фотографии, все это сделаете. Ну, если хочешь, чтобы понять, чтобы игрок понял, что и как, то все это надо. Ну, в нашем случае я намного все проще сделал. Чисто для себя. Так, и чё? Все. Вырубайся. Все, я взлетаю. Блин. Николаевич, блин, ты как что-нибудь напишешь?
А ты почему, кстати, не летаешь? У тебя что-то с компом, да? Вот они по ПМ-ке отображаются. По идее уже можно менять. Сейчас он хочет довернуть, развернуться, я так и не понял. Короче, она у нас там уже ППМ-ка. Я говорю, надо больше ППМ-ки ставить, не экономить расстояние, чтобы самолету было запас разогнаться, высоту набрать. Так, что-то я, по-моему, вообще не туда лечу, да? Давай по ПН-3 сразу. Но все равно не туда. Ну-ка, по ПМ-4. Ну все. Да почему у меня расстояние-то везде увеличивается? Я ничего не могу понять. Ай, бляха-муха. Прекрасно. Вот что значит по вот этому кругляшку летать изначально. Давай, выводи меня. Я тут понажимал херни всякой. ППМ первый выводи. Сначала на него выйду, по порядку пойду. Я улетел вообще влево, а не вправо. Да, он процессоры покупает. Иркут, мне 8-ядерный, пожалуйста. А, и 9. Нет, на 9 какие там есть. Ага, это сейчас, блин, материнку опять меняй. Оперативку меняй. Нет, не надо. Че, вышел я на курс? Да ё-моё. Ё-моё. Да, конечно, вот тут эта штука. Давай попробуем 2 сразу. Интересно, кругляшок так показывает. Поэтому нужен здесь этот компас, блин, а не кругляшки эти. Вот он с курсом, он более полезнее будет. А с этими, блин, кругляшками только сбиваться будешь. Не знаю, я вот летаю на Су-25Т летал. Я в последнее время кругляшок для маршрута не использовал. Я вот как раз использовал прибор вот этого компаса. Все, вышел на курс. Александр, привет. Не, на МиГ-21 не летал я. А чё там в нем? Он лучше вот этого самолета? Ну, МиГ-21 это же истребитель уже считается. Это же не штурмовик.
Вообще миги, они как истребители же идут. Нет? Я в ДКС играл, у меня, по-моему, видеокарта еще стояла 1050. Да, она тоже у меня особо не вывозила, но у меня стримы просто шли еще. Потом я поставил 1080 когда, но я уже в ДКС перестал играть. Сейчас вот я взял себе видеокарту 5090 RTX. Ну вот играю, у меня ДКС идет на самых последних настройках. Ну, как-то уже не парюсь насчет этой темы. 40-е я не брал на тот момент. Я здесь 80 сразу на 50-90 перепрыгнул. Вполне нормально, видеокарта недорогая. Игры тянет на ультрах. А насчет процессора, ну, не знаю. У меня процессор пока вывозит. Хоть он уже и не новый, но... А эти процессоры штопают, я не знаю. Задолбаешься апгрейдить компьютер. Я, видишь, я больше по сушкам 25-м. Александр, это тебе больше сушки нравятся сейчас. Ну, опять же, не все. Просто грач мне не очень. Я не любитель таких самолетов. Просто обычных, простых. Мне нравится с каким-нибудь оборудованием. С тем же шквалом, допустим. Ну, 4070, конечно, хорошая карта. Видишь, 40-е, они чем хороши, у них памяти много. А память сейчас в современных играх тоже роль играет. Когда у тебя запас памяти, ты вообще можешь все там, каждую крапинку выставлять. Так, а у меня получается кабы на пилонах ближе ко мне. Угу. О, Маслокс. Масло Докс. О, масло ДКС, блин, не так читаю. Привет, привет. Я вам в Discord сегодня писал. Да я не мог загрузить, я вот на сайте самолет недоступен. А все вот ребята, кто его обзорили, говорят, ссылка сайт. Ну и все, и я не знал, что делать. Так, подожди, вот сюда, по-моему. Потом в Discord к вам зашел и понял, что делать дальше. Не, он только вот, я летаю, играю. Я там что-то почитал. Он, я так понимаю, вы хотели раньше его, наверное, чтобы он продавался, а там какая-то херня началась. Короче, эти барыги появились. И я так понял, вы его убрали с продажи. Где сделали открытый доступ. Правильно я понимаю? Или я не так понял? А мощно из этой серии 40-90, я так понял, да? Так же, как и из пятых 50-90. Вот самолет классный у вас. Мне нравится.
Осталось мне джойстик только сейчас вот я дождусь, я заказал. Тут уже как бы вот это моя проблема. Но я уже с этой проблемой сколько летаю. Надо посмотреть, когда я стримить-то начал. Уже, наверное, скоро месяц пройдет. А, он вообще приватный был для летного состава. А что это вы его решили в доступ тогда отправить? С одной стороны, молодцы вообще. Я вот как раз мне понравился самолет Су-25Т. Грач, он, не знаю, как-то чисто бомбами понравилось работать с Грача. А так глазами вот так постоянно наблюдать, где там эти точки. Мне, конечно, этот самолет Су-25Т интересен был в наблюдении. Опять с курса сбился его. Ну и думал, где же эта золотая середина? Что-то типа Грача, но при этом какой-нибудь типа как шквал у Су-25Т. Ну и все, и вот он, пожалуйста. Стали продавать старую версию. Капец, народ, конечно. Ну, бывает. Тут с этими модами сложно вообще. Но ДКС же, видишь, как хитро сделано. Допустим, даже эти карты. А я, кстати, нет. В Стиме, по-моему, нету карт, да? Бесплатных. Но ты же покупаешь эту карту, она доступна только у тебя, а другие ее использовать не могут. Они же как-то вот это... Как вот они это просчитывают? Слушай, а мы, по-моему... Нет, мы не у цели. Я вообще, короче, блядь, сегодня летаю от балды, блин. Хочу просто пострелять. Эти курсы вообще не смотрю. Просто перелетел, горя, это место, где мне надо нанести удар, блядь. Просто пипец какой-то. Ну вот сейчас же иду. Правильно. А третья точка где у меня получается? Ну вот я на третью точку иду. Это вот это резко на компасе, вот это... Нет, 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 дядя, не надо. Я не могу понять, как тут компас работает. Вот это резко толстое, это и есть мое направление, что ли? Блять, тут еще надо вот к этому на панели интерфейсу привыкнуть, которого я не вижу. Вот на вот эту резку, да, я, получается, надо лететь. Я уже пролетел. Я просто выставляю маршрутную точку 3, лечу прямо, а у меня на компасе он ее не показывает. Странно. Я думаю, может, со мной что-то не так. Ну-ка, давай еще на третью выставимся. Третья ППМ-ка находится в самом поселке. Вот. Вот он, этот поселок. Ну и чё? И где? По какой резке-то смотреть? Вот там должна быть ППМ 3-то. А смотри по компасу. Как здесь определить-то эту ППМ 3?
Блин, вот это, кстати, вот это, блин, важно мне. Поэтому я и налетываю, я смотрю, что-то не то. Стрелка-то не туда показывает. Ну чё, пробуем бомбы забраться. А, ну надо сейчас обнаружить сначала цели. Да-да-да, Рус его закрывает, но неправильно он что-то, мне кажется, показывает. Или правильно он так и должен показывать. Просто у него и не тот, не та сторона стрелки, и не задняя сторона стрелки не выводит на курс почему-то. Я как этот кружусь, я не могу понять, где что. Ну вот он, мой район. Вот. Сейчас надо будет найти здание, которое надо будет отработать. Набираю высоту. Да, на карте оно выглядит более как-то просторнее, что ли. Здесь все там позаросшее. Хватит мне расстояния, не хватит, не знаю. С этого угла я хотел заходить. Оп. Цистерны где? Не вижу пока. А, вот они цистерны, вот оно здание. Нет, не сбросить. Блять, как она тут работает, эта бомба? Здание я увидел. Расстояние близкое было. Да, телек удобный. Ракетами вообще огонь, я говорю, вот вообще огонь ракетами работать. Я вот прям кайфанул ракетами. Что касается, блядь, бомбами, это сложно. Тут надо приноровиться. У бомб сразу ветер, высота, расстояние, вот эта вся херня, короче. А ракетами вообще насрать, лишь бы цель правильная, ну, чтобы в зоне поражения было и пуск разрешенный, все. Че в файлах на сайте? Нет, он там не работает. Я скачиваю, не работает он там. Мне помогло, что я у вас там у человека нашел, он ссылку сбрасывал. А так у меня с сайта не качался архив. И не только у меня. Я думал, это у меня проблема. Нет. С сайта не качается. Нам показалось, что вообще его доступ ограничили. Сегодня 2 человека, я и еще я парня попросил, он не смог скачать с сайта. Так что проверьте, я не знаю, почему ограничено там. Как бы архив начинает качаться, потом это выдает типа 0 килобайт вообще. Просто на месте стоит вся загрузка и все.
Короче, идем сейчас на Су-25Т выполнять упражнения эти бомбы корректировочные. Я забыл уже, как это делать, честно. Раньше... Да и я даже раньше хоть и изучал эту всю тему, но мне она как-то не пригодилась. Я на самолетах с ракетами летал. Главное, при наведении равновесия не потерять. Так, подожди, по-моему, я не с того угла зашел. Но не вижу я своей цели. Вон они, цистерны, получается. Хотя нет, не. Вон они, где цистерны. Я не с того угла зашел, понятно мне. Ну да. Я думаю, что-то не так. Я же ориентир-то по цистернам смотрю. Так, по-хорошему надо заходить, получается. Ну вообще с ППМ-2 тогда, но это далеко. Тут не продумано маленько ППМ я оставил. Надо сделать ППМки так, чтобы как подсказка была, что тебе с этой ППМки лучше заходить, и ты увидишь цель. Камикадзе, привет. Да-да-да, я PLC регулирую. Я делаю зажим на курке, на джойстике. И все, и у меня появляется этот кругляшок, и все. И внизу еще появляется ромбик. Только ромбик мне что дает этот, я не знаю. Обычно, если ты работаешь, допустим, против осы в этой... на Су-25Т, этот ромбик появляется, и ты захват еще дополнительно делаешь. А здесь как? Здесь тоже надо захват делать. Интересно. Так. Вот я себе сейчас усложнил задачу. Мне проще так. Точнее, мне не проще так. Мне сложнее так. Вот оно. Вот оно здание, по-моему. Надо уничтожить. Вот, и вот тут интересно самое. Вот зажим. Вот по этому кругляшку я лечу. Вот. Все, сброс пошел, я так понял, да? Но. Но это недолет, видишь? Он не долетает до цели. Но он не долетел. У меня постоянно недолет почему-то. То ли наоборот как-то. Наводишь маркер. Так, подожди. Наводишь маркер на цель заранее. Зажимаешь сброс и выводишь горизонт. Так вот она выходит, но она не попадает.
Не, бомбы они рядом все падают, но они не доходят туда, куда надо. В этом вся суть. Так, все, у меня опять трекер плясать начинает. Проблема в том, то, что они рядом все. Недолет, 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 недолет. А вот фабы здесь тоже надо, интересно, бросать по шквалу. Блин, что такое? То ли я опять сижу, не помню. Трекер пляшет. Так, вот он, этот район. Ни одного попадания. Две бомбы сбросил. Еще называется корректируемые бомбы, блин. Но у меня со Стима раньше стоял. Я потом переставил. Ну вот я и то по маркеру кидаю. Вот. Ну фабы почему-то на граче они точнее бросались, не знаю. Я думаю, здесь еще скорость большая. Из-за этого, может, я с большой скоростью захожу. Okay. Тихо, тихо. Так, а где проверка? Что стоит? А, только на ЛС, да, проверяешь? А на панели где там написано, что бомбы поставил? Не, ну все равно шквалом бы желательно бы это понять куда. Да, я так думаю. Где эти два здания? Походу опять не с той стороны зашел. Сложное здание, конечно, я себе создал. Мне надо здание уничтожить. Но я еще проверяю, как оно будет работать в миссии. Условия на эту всю тему. А на карте так казалось, там здесь смотришь, ё-моё, но там деревья высокие, все сливается, это капец. Давай повыше возьму. Проще так вот сделать. Что там, ППМ 3? Да не 4, 3. О, а где... Классно. А подожди, ППМ 2. Короче, типа летим в сторону ППМ 2, потом делаем разворот вправо и оказываемся на нужном углу. Вот, но надо отойти мне на пару сек. Сейчас я подойду.
Чего-чего, ППМ на цель ставить? Но видишь, опять же на цель. Ну да, с одной стороны можно и на цель поставить ППМ. А с другой стороны лучше как бы ППМ-кой указать. Допустим, вот в нашем случае, сейчас покажу, надо было как сделать. То есть вот эту вторую ППМ-ку надо было вывести поближе. Вот сюда. Как подсказать направление игроку примерно, да? Где лучше видно будет цель. Вообще даже не сюда, а отсюда заходить. Потому что если смотреть вот по всем ориентирам, ну ты не найдешь ее. Здесь здание одинаково. Ориентир идет вот именно по вот этим цистернам. То есть по идее ППМ-ку бы вот сюда перетащить. Вот сюда и отсюда. Получается, до нее долетаешь, разворот делаешь и с нее идешь. И вот получается ориентир вот эти цистерны, и справа тут здания еще идут здания, вот эти два, но они чуть побольше будут вот эти, и тогда их сразу увидишь. А так, ну я быстро как бы я вообще просто проверяю, я не знаю, будет ли здание это как условие выполняться. Здесь здание не сделать уничтожить, только если свое здание поставить. Свое здание ставишь, тогда да. А вот именно статическое, которое здесь уже стоит, ты его никак не дашь в условии дать понять игре, что... Как вот его назвать? Ну, у него названия даже нет. Там же проверку надо выполнить, что типа оно уничтожено. Я туда бойца рядом поставил и скрыл на карте. Я думаю, если бомбой сбросить, то боец тоже погибнет вместе с зданием. Но будет прикол, если здание разрушит, а боец целый останется. Это тогда провал. Непродуманность. Ладно, летим дальше. Было ракетой сначала отработать и посмотреть, вообще работает вся эта тема с созданием. А потом уже с бомбами развлекаться. Надо разворачиваться. Ой. Не то. Скорость большая опять. Так, не понял, что я захватил. Эй! Я не то захватил. Да что-то я все потерялся. Вот он. Не, мы так миссию не проверим, если я так буду летать. Расстояние боюсь далеко улететь, опять потеряю поселок этот. Поэтому близко прилетаю постоянно. Конечно, попробую по своему сделать. У него еще горючка, надо это, если летишь, уже как бы с целью разбираться, а так просто маневрировать как на Су-25Т не получится. У Су-25Т горючка побольше будет, здесь ее мало. Ну как, он ее жрет, этот вообще он ее съедает. Так, вижу район. Вот отсюда сейчас и будем заходить. Все, сейчас надо навестись. Вот она цистерна, вон здание.
Вот то здание нам надо. Вот его нам надо и вести. Какой самолет или вертолет посоветуешь? На вертолетах не летал, не скажу. Из самолетов, смотря какие тебе больше нравятся. Если ты на всех подряд летаешь, ну тогда какой захочешь. Если на, допустим, вот с такими наведениями, то Су-25Т, с него начать, освоить, потом уже это... Что-нибудь еще. Ну вот Су-25СМ, хороший самолет. Вот тут с этой резкой, как вот, сколько должна быть вот эта штука? Все, пошла бомба. Вот она идет, но она сейчас рано упадет опять. Во! И это, блядь, был ФАП. Цель поражена, возвращайтесь на базу. Миссия работает. Ну. Проверка. Это ФАП был, кстати. Я сейчас ФАПом так отработал. ФАП точнее летит, чем, блядь, эта бомба корректирующая. Это как? Это просто бросок. Кстати, я сделал это по шквалу. Хотя ФАП мне написал на масло ДКС по маркеру, а я по шквалу, по привычке уже. Это уже по привычке просто. Так, ну все. Вот игра нас оповестила. Блин, ну мы сейчас с этой бомбой плясать будем. Давай ее куда-нибудь выкинем тоже. Что-нибудь бомбануть еще. Так, для тренировки. Ну, допустим, пехота сосредоточилась у нас в этом лесу. Все. Да, с моей высотой, правда, не очень будет здорово. 8 километров до цели. Тихо, 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 тихо. Вот круг на круг навожу. Оп, и все, и веду бомбу. Ой, бомбу, говорю, самолет. Но я в этот раз резку прям вот так вот выше беру центра круга. Зажал, кстати, этот курок на джойстик. Все, он пошел уже на выброс сейчас. Бросил. Тут еще зависит, ну, скорость еще медленнее надо делать, да? Ну да, скорость меньше надо делать. Видите, 470 скорость большая. Он ее швыряет далеко. Блять, ну а лететь сильно медленно, тебя могут ПВО сбить. С такой скоростью, и маневрировать ты не сможешь, тоже думай. Так что так. Так, что у меня там ППМ? Пойдем на однерку сразу, да и все. С однерки на посадку. Зачем камера нужна на самолете? Как понять камера? Это не камера, это прицел. Снайперский, я вот так называю. Камера. Регистратор, блин.
Это прицел. Это вот зачем у снайперской винтовки, допустим, оптический прицел? Правда, у снайперской винтовки нету орудий, которые работают по тепловым этим или по лазерному целику. Хотя, я его знаю, может сейчас у современных тоже что-то есть. Это экран, чтобы ВК смотреть. Надо просто человеку дать полетать на обычном граче. Пускай полетает, а потом уже поймет разницу самолета с камеры и без камеры. Вот. Просто прицельнее будешь работать по цели. Раньше ее замечать и все. А это очень важно для самолета, особенно когда зона более такая повышенной опасности, где могут быть ПВО. Какая камера слева? Ты про какую камеру имеешь в виду? Ну вот слева камера. Вот это что ли? Это не камера, это тут данные тоже все. Вот я сейчас по курсу лечу. Видишь, показываю. Мы пролетаем 4-ю ППМ. Вот видишь, слева отображается. Кстати, я могу по этому прибору ориентироваться, правильно ли я лечу. Это очень удобная штука. Также здесь можно посмотреть, сколько расстояния до точки. Курс вот он показывает. Так что это не камера. Это навигационный полезный предмет, прибор. Вот это? Ты думаешь, это камеры? Фига себе. Ребята, это же не камера, объясните. Я, кстати, сам не знаю, что это. Но это не камера. А под ВЛС находится дисплей прицельного комплекса СОЛ-25. Это обдув. Вот видишь, он пишет, я вообще не про это, я все знаю, но камера прям не прибор. Прям нацеплен слева и справа. Ты имеешь в виду вот это, да? Это не камера. Я понял, о чем ты. Но она как похожа на камеру. У меня в машине на работе такая стоит справа. Ну там прям камера. Это какая камера-то? Блин, что у меня джойстик вообще расслабился. Он какая-то сосиска. Либо пружины, либо самолет так управляется легко просто. Непривычно. СОЛ-25, Иркут, а тебе рассказывал Алексей, работает ли здесь тепловизор у него? Если работает, то как? Или здесь нету этого, еще не сделал. Ну, мы по привычке его называем шквал. Ну, для нас он тот же старый добрый шквал, только модифицированный, улучшенный, не знаю. Чтоб понять не было, вот начинали с ГРС-25Т. Шквал, да, здесь есть шквал, только называется он по-другому. Называется-то он сейчас по-другому здесь, это понятно. Принцип работы такой же, как у шквала, только
Может быть, у него оснащение еще, по идее, я прочитал, он отличается тем, что у него ночное видение, по-моему, должно быть, или тепловизор. Вот ты смотри, столько понаписал, а по управлению он типичный шквал. И ничего там я не заметил супер-пупер. Для меня это тот же шквал. Чего? А, ну так нифига МиГ-29 сравнил. У него там скорость-то, наверное, 1000 километров в секунду. Этот-то штурмовик. Я вообще, у меня вопросов, я вот говорю, задаю, просто уточняю, есть тут эта тема, нет. А по поводу качества самолета я вообще ничего не говорил. Я наоборот рад этому самолету, и я с ним буду миссии делать. Ну. Зачем мне, допустим, использовать Грача и Су-25Т, если я могу два в одном использовать? Единственное, я вывод для себя сделал. Если заниматься бомбардировкой, то это надо быть уверенным, что в зоне нет ПВО. Поэтому лучше использовать ракеты. Потому что на бомбардировку нужна медленная скорость. Единственное, надо попробовать использовать большую высоту, но с медленной скоростью. Может так попробовать. Так, вот здесь опять я заблудился. Не могу привыкнуть здесь к этим резкам. Это, наверное, так. Правильно, нет? Да. Песня про аэродром. О, где-то там, за большим горизонтом. Иркут, ну я тебя понял, здесь надо еще приборы изучить, здесь маленько панель другая. Не так сразу все просто. Так, вижу аэродром. Плюс вот к этому надо будет привыкнуть. Здесь он маленько какой-то другой. А еще когда я закрылки посадочные сделаю, он у меня вообще вверх хочет лететь постоянно. Прошлую вот посадку я еле его посадил, я его вниз, он у меня вверх. Может, он как вертолет умеет летать? Ну, то есть скорость маленькая, а он вверх взлетает. Классно же.
У американцев же есть тут самолет F какой-то там, который взлетает как вертолет. Ты видишь, он у меня вверх летит. Периодически мне приходится аж этот тангаж вообще туда аж его отдавать. О, бля, куда ты летишь вверх? Стой. А у него парашюты-то есть вообще? Тоже вот вопрос. Тормоза как у Су-25Т, это точно. О, парашюты на ну что? Все. Парашюты есть. Самое главное, есть парашюты. Все. Это самое главное, потому что его садить бывает. Это, ну здесь полоса-то ее хох. Здесь еще можно взлететь и посадить. Смотри, вот такая полоса, конечно. Что тут не садить-то? А то вот, кто он там, Нальчик-то, аэродром-то, ё-моё. Они там эти, наверное, воздушных змей садят на него. Или эти самолетики, которые из бумажки пускают. И то, наверное, он пролетает мимо. В город улетает. Так, подожди, а у меня сработало оповещение, что я сел-то? Я что-то не обратил внимания. Интересно. Ну, давай на парковку зарулим. Завершится миссия, нет? Но тебе надо с Алексеем обсуждать. Ну, что это поправить? Я думаю, мы уже сказали за эти моменты. Но, наверное, что сможет, то исправит. Ну, все, вроде в зоне. По идее, я могу даже здесь уже заглушить. И по идее, миссия должна уже завершиться. Стой. Контроль скорости не работает почему-то, не знаю. Или он контролирует по ЭЛС эту скорость? Вопрос вот тоже непонятен. Ой, ответ непонятен на этот вопрос, блин. Но она не срабатывает. Странно. По идее, должно завершение здесь уже сработать. Нет? Почему не срабатывает, не знаю. Чего? Вполне понятно и предсказуемое топливо на 40 минут хватает. Я не летал, не знаю. Вот. Мне одно непонятно, почему у меня задание не завершилось. Жена, возврат. Объект в зоне. Я в зоне.
Оповещение вот я не зам... 5 секунд. Вот это что не сработало-то? Объект в зоне. Скорость ниже, чем 30 километров. $90 что ли ставить тогда? Объект в зоне парковки. И объект скорость ниже 90 тогда надо ставить, если он по LC на нас смотрит или что. Что он пишет 25? Что за 25? 25. Так, подождите, надо, короче, одну штуку здесь проверить. Ладно, это я сохраняю. Просто создать триггер. Ниже, чем 30. Создать. Посмотрим, как она работает. Может, неправильные условия. Тут когда вот это меньше высота, меньше скорость, надо прям тютелька в тютельку предугадывать это все. Это же самолет. Но вот у СМ-ки тоже, если на форсажить, постоянно форсажить, он много съедает. Это да. Надо экономить. Так, здесь задержка 5, а здесь задержка... Пускай будет. Опа-на. Проверка. Я просто хочу посмотреть значение 30, вот если он стоит на месте. Будет ли работать он? Мне кажется, тут надо вот с этой темой маленько погадать. Угадать. Вот одно оповещение. А второй не срабатывает. Опа, она срабатывает. А почему там не срабатывает? Блять, тогда я вообще ни хера не понимаю. Значит, работа со скоростью нормально. В чем прикол тогда? Ну ладно, ниже 90. Иркут, тут есть проверка, что машина заглушена, на парковку встала. Вот здесь, в правилах. Ты вот создаешь здесь уже не первый день миссию. Где здесь именно вот это условие для правил, что он заглушил двигатель самолета? Или это нельзя тут так сделать? Можно, но сложно. Не, ну а можно-то как хотя бы через что? Где это найти-то хотя бы направление? Подскажи, если это можно где-то. А как ты проверяешь, что игрок на аэродроме стоит, допустим, встал на парковку, и у тебя миссия завершается? Как ты это проверяешь? Зона высоты, скорость. Ну, видишь, оно как-то не срабатывает. То срабатывает, то не срабатывает. Вообще непонятно.
Но у меня вот стоит зона, скорость, а высота, ну я не ставлю. Да-да, она даже на скорости не срабатывает. В смысле на юге? Вот она у меня, смотри. Вот она парковка. Все захватывает ее. Категория завершения. Вот смотри. Объект в зоне парковки. Кого я категорию завершения не испытывал? Не знаю. По идее она должна завершаться. Но суть-то не в этом. Причем тут категория завершения? Тут условия-то вот эти, они почему-то мозга компасируют. И что слева завершение? Завершение-то я назвал, это имя ты пишешь. Просто. Можешь, не знаю, там конец света написать. Ты имя ты просто вот этому даешь и все. Чем тут знаешь? Вот это оно все сработает, это факт. Если сработает вот это. Так а вот я ж тебе вот показываю. Наш объект и парковка. Объект в зоне. Подожди. Тут недоработочка. Я понял, в чем дело. Я же вначале тоже появляюсь. Нет, дело не в этом. Я же вначале тоже появляюсь на аэродроме, и тут нет условия. То есть, вот я появился на аэродроме в зоне. Вот объект в зоне парковки, по идее, оно уже вот эта хрень должна сработать. Здесь вот надо добавить. Короче, вот к этим всем надо добавить еще создать. Объект уничтожен. Здесь также. Все. Вот идет проверка, то есть пока вот я на базе нахожусь, вот эти два условия, они не сработают. Пока не выполнена вот эта задача. Но это точно я, на мне же сработает. Давай, посмотрим. Аэриал 1. Пилот 1-1. Объект 1-1. Все на мне. Парковка, все тут. Думаю, парковка. О, блядь, а что она ездит? Она же была нормально. Что сейчас с ней случилось? Блять, вот же только смотрели, с ней все в порядке было. Ёб твою, блядь. Сидел тут ее настраивал, она опять сбилась. Как это так возможно? Объясни мне, почему она сбивается? Это особенности этого редактора? Ну все. Кого ты не видел момент? Кого сбил?
Я ее вот именно что не сбивал. Я потом смотрю, она сбилась, что к чему. Вообще тупит он. Надо вот так сделать. Ну что, склад уничтожили? Один фиг. Короче, ты тут еще много чем не пользовался, зато голоса делаешь. Интересно. Обычно, когда переходишь уже на музыку и озвучку, значит, ты уже знаешь все остальное. А у тебя как? Ну, ладно. Чего я много с флагами работаю? Какими флагами? Зачем ты с ними? Как понять с флагами? Флаги. Вот это что ли? Или с какими? Я просто не могу понять, с какими флагами. Может, я тебя просто не понимаю. Так, ладно, давай поиграем. Сколько там времени осталось? Завершать собирался, скоро. Триггеры. Вот здесь. Вот с этими флагами играешь? Или с какими флагами? Ну вот я зашел в триггер, что в них? А, ты имеешь в виду вот здесь? Можно всякие условия создавать. Много чего без флагов сложно или невозможно реализовать. Я просто не понимаю обозначения флагов, что эти флаги. Ты мне просто скажи, где они находятся, и все. Я пойму, что ты за флаги. Ты бывает просто называешь это так, что я не могу понять, как это на самом деле. Ну вот понимание, триггер, point. Что такое point? PPM вот мы выставляем. Здесь что ли? Ну я сел. Какой флаг? Где он стоит? Короче, не могу пока тебя понять. Ладно, пока непонятно. Ну, я понял примерно, про что ты имеешь в виду, но здесь, по идее, можно и по-другому делать. Я вот сделал, у меня музыка там тоже играет. Все сделано. Единственное, почему-то завершение не сработало, не знаю. Но вот в эти миссии, они же вот сделаны. Правда, здесь самолет другой.
А, здесь мы летали без это зимнюю. Ну, у тебя как-то своя система разработки. Что... Тут как-то можно, по-моему, вообще на этой теме не заморачиваться. Вот у меня миссия, короче, здесь надо выполнить задачу на самолете Су-25Т, потом вылететь на Граче. Но сейчас это можно заменить все одним самолетом. Один, ноль, три. Краснодар. Запуск разрешаю. Ветер у земли 1,1,4. Скорость 2 метра в секунду. Понял, работаем. Вот озвучка, вот все. Здесь задание-то надо вылетать. Сейчас музыка заиграет. Когда вылетать будем вроде как. Ну у тебя проверка ППМ-ки, ППМок только и все. То есть ты по условиям не работаешь, да? Я так понял. Ладно. Где их веселая миссия? А у них в компании самолет не меняется, да, я так понял. Ну-ка. О, блин. В смысле, для Су-25 есть компания? Интересно. Так, перезапуск. Да, я действительно хочу. Планировщик. Нет. Блин, как же мы миссии-то выдергивали? Мне как-то тогда подсказали. Я выдернул несколько миссий из компании. Их можно выдергивать. Не хочу на 25Т лететь. Ну-ка, на Граче что тут? Ого. Офигеть. Что-то серьезное. Нифига себе. Тут прям война. Мардеров там куча. У нас он оса. Я вообще откуда взлетаю? Чего говоришь? Реванш? Хорошая компания? А, вот это?
Ну понял, понял. Да блин, не хочу я на нем летать. Надо под этот СМ, под Су-25 СМ, как он, СМ-3 делать. На нем вот интересно. Сейчас мы попробуем миссию сыграть еще одну. И те как раз вот миссии, которые из компании выдернуты были. Фу, блин, говорю, ля-ля, микрофон вырубил, а говорю... СМ. Я думаю, что нету Х-29 у него? Угу. О, ну будет немного весовая. Чуть горючки убрать. Там же рядом аэродром вроде. Все. Игрок. Так, планировщик. Где наши тут ребята? Ну, я так понимаю, вот они. Типа мы держим оборону аэродрома. А наносить удары нам надо будет... Наверное, сюда. Ладно, ППМ подскажет. Вперед. Я там даже список целей не смотрю, там просто... Чего там только нету. О, блин, нифига тут СМок. Чего их так много? 105, ну. Да ёб твою... Что такое с этой игрой? Точнее, надо слота закрыть, наверное, или что, я не могу понять.
Вот он. Игрок. Есть что такое. Ё-моё, зачем их столько-то? Что, их нельзя удалить? Так, короче, как группа у меня называется? Клиент. Смотри, сколько здесь. Ха-ха-ха, блядь. Ой, какой тут... Я думал, все так просто. Сейчас просто запустим и поиграем. А тут... Так, игрок. Группа Player. Просто Player, да? Поехали. Блядство какое-то. Ну и где просто плеер? А, имя группы. Не все так просто здесь. Во-первых, птиц надо убрать, невидимых. Метки поубирать нафиг. Вот, и теперь надо разобраться, что это такое. Бортовой 105. Ну да, и же вооружал. Достаточно. Тоже клиенты здесь. Так вот сделаем. И нахрена их 4-то создается? Я вообще не знаю, что происходит. Пипец просто, блядь, выбор роли. Ну-ка давай вот эти по порядку пошли. Во, наконец-то угадал. Это капец какой-то. Пока угадаешь, какой самолет, я не знаю, вот дебильно вот эта система, друг на друге появляется самолет. Сейчас проверим самолет, так сказать, в самой боевой обстановке.
Редактор будет у нас потом, мы будем миссию создавать отдельно в другом стриме. Я сегодня просто хотел проверить здание, как оно сработает. Можно будет организовать эту тему. Единственное, мне непонятно, почему завершение не сработало, хотя там условия ставил то, что, ну, по идее, как логично, ну так, не знаю, со скоростью что-то непонятно. Так, что там, следующий ППМ 14 километров. В общем, компания эта сложна тем, что, ну, миссия с компанией. Здесь очень много вражеских войск, там всякие разные ПВО. Вообще, вот здесь с маркерами надо играть, а я сейчас без маркеров буду играть. Мне главное своим не бахнуть. Так. Оповещение срабатывает. Излучение идет откуда-то. Вот, а теперь вопрос, откуда здесь звук издается? Сейчас враг начнет наступление вроде как. Мы тогда с пацанами играли на Су-25Т, мы охренели тут. Тут такой замес был просто, они как поперли волной танки. Оборону всю пробили, помню. Я вспомнил эту миссию. Вот они прутся, ну видите там сколько их. Вот только 3 Т-72 стрела. О, стрела! Офигеть. Я уже зашел, я здесь. Так, ракеты. Тышки. Ориентир. Побережье. Тут дорога извилистая. Не по ней идут 2 колонны. Еще раз. 2 речки, ориентир. Скорость маленькая. Там наш уже был. Здесь 3 речки. Что-то как-то... Три речки, это я уже... Ого! Я, блядь, у них с тылу пытаюсь на них зайти. Блять, тут надо сориентироваться, их тут дофига.
Мне надо вот именно наступательные атаковать. Я понимаю, что там их еще на позициях много. Ух ты! Ах ты, блядь! Я уничтожил цель. Гори! К сожалению, ДКС прекратил работу. Ай, блин, ну тут, конечно, это пипец. Ну ладно, зато мы знаем, из-за чего это происходит. Блин, нифига тут война такая, да? Вот здесь, да, вот здесь надо тестировать самолет. Блин. Что за хрень? Угу. Ну, ладно, наверное, блин, что смысл же запускать игру? Посмотрели самолет уже. Как бы такой нормальный, мне понравился, но надо будет к нему привыкать. Миссии надо сейчас для него делать. А привыкать в плане, у него есть особенность вот это. Стабилизатор здесь не ставится как стабилизатор горизонта или типа как автопилот, который тебе выравнивает самолет, и ты в это время начинаешь настраиваться, целиться в шквал. В этом вся и сложность. То есть тебе надо равновесие держать и при этом еще работать шквалом. Одно дело, когда ты уже знаешь район, допустим, да, там где цели примерно, а другое дело, блин, наугад рыскать, и в этот момент надо, я говорю, корректировать самолет, это, ну, сложновато будет первое время. Так что надо к этому привыкнуть. В этом и есть сложность этого самолета. Все, жду тогда джойстик, когда прибудет. Не, ну еще до этого полета-то, наверное, будет еще через неделю, только он появится. Ну а сегодня все. Так что самолет мне понравился.
Я думаю, его улучшат, сделают, порядок приведут. Но намного интереснее обычных самолетов. Ну и он уже современный, как бы его можно будет использовать уже как бы, ну, типа как в событиях нашего времени там, да. Все, ладно. Ладно, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Хорошего вечера.